Что если однажды после космического путешествия мы, дорогие зрители, смогли бы вернуться в далекое прошлое Земли? Когда на ней уже обитали различные виды животных, но еще не было людей. С кем из них было бы круто познакомиться? Первыми в голову большинству из нас наверняка приходят динозавры. Это действительно настоящие звезды древнего мира. Многочисленные виды огромных ящеров господствовали на Земле в мезозойскую эру. Но задолго до этого менее популярные, хотя невероятно интересные предки динозавров уже вели жестокую борьбу за место под солнцем. Как насекомые смогли достичь размера птиц, а грибы выросли с двухэтажный дом? Зачем одни из древних охотников, кроме саблевидных клыков, обзавелись еще и третьим глазом? Мы совершим сегодня виртуальную прогулку с этими монстрами и узнаем, как все начиналось до эпохи динозавров. Сначала жизнь на нашей планете, конечно, не отличалась многообразием форм. Все существа обитали в водоемах планеты и лишь намного позже постепенно приспособились к условиям на поверхности. Настоящие монстры на Земле появились лишь 350 миллионов лет назад. Тогда началась предпоследняя геологическая эпоха палеозойской эры – каменно-угольный период или карбон. Свое название он получил из-за масштабного образования угольных залежей в то время. Тогда постепенно образовывался величайший суперконтинент в истории Земли – Пангея. Он появился в результате столкновения континента Лавразия, включающего Северную Америку и Евразию, с древним южным суперконтинентом Гондваной. Незадолго до этого события Гондвана повернулась по часовой стрелке, так что ее восточная часть – Индия, Австралия, Антарктида – переместилась к югу, а западная Южная Америка и Африка оказалась на севере. В результате поворота на востоке появился новый океан – Тетис, а на западе закрылся старый океан Рейкум. В каменно-угольном периоде климат на Земле сильно отличался от того, что мы знаем сегодня. Во всех регионах планеты было тепло и влажно. На суше образовалось множество озер, рек и особенно болот. В них обитали различные виды животных, которые достигали огромного размера. Гиганты каменно-угольного мира возникли, скорее всего, не из-за тепла и влаги. Этому больше способствовал избыток кислорода в атмосфере. Его содержание в то время составляло 35%, почти на 14% больше, чем сейчас. Ученые пришли к такому выводу, поскольку большая часть углерода в торфяных отложениях лесов карбона возникла вследствие расщепления углекислого газа. В результате этого процесса в атмосферу выбрасывался кислород, и его уровень значительно повысился. Зато теплые и влажные условия как нельзя лучше способствовали бурному расцвету растительности. Планету покрывали непроходимые заросли, среди которых было больше всего кустарников, лиственных деревьев и лиан. Основными завсегдатаями угольных лесов палеонтологи считают сигилларии, липидодендроны, каламиты. С ними соседствовали леса из гигантских споровых растений, папоротников, плаунов. Их стволы достигали диаметра 1,5 метров, а высота 10 метров. В конце этого периода древовидные папоротники, как правило, вытесняли плауновидные деревья. Впрочем, они тоже были настоящими великанами. Когда мы увидим какой-нибудь липидодендрон, то в первую секунду замрем от ужаса. Это наверняка окажется настоящий гигант, шириной ствола до нескольких метров, а высотой до 50. Но расстояние не просто очень высокое. Липидодендрон предстанет перед нами призрачным чудовищем, мерцающим под светом редких солнечных лучей в чаще леса. Эта почти мистическая картина связана со строением липидодендронов. Верхняя часть ствола таких древних деревьев богато ветвилась. На ней росло множество треугольных листьев. Они крепились к поверхности ствола напрямую, без черешков. Листья были огромными и достигали до 1 метра в длину. Зеленые великаны с возрастом постепенно опадали, оставляя на стволе и ветвях свои основания. Ископаемые образцы липидодендрона плотно усыпаны подобными рубцами от опавших листьев.
По этой причине поверхность растений имела странную структуру, напоминающую кожу змеи или аллигатора. Под стать им были и другие причудливые обитатели каменно-угольного леса, которые ютились в тени гигантских деревьев. Сквозь дымку испарений, например, на болотах, виднелись прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Наземные животные в этом призрачном мире еще были довольно немногочисленны, но среди них уже появлялись настоящие великаны. До сказочных размеров им позволяли вырасти те же самые леса. Они сделали воздух более пригодным для дыхания животных с малоэффективной дыхательной системой. Даже насекомые тогда зачастую походили на монстров из фильмов ужасов. Так над водоемами летали огромные стрекозы-меганевры. Размах их крыльев достигал более 30 сантиметров. Их отличал хищный оскал челюстей, выпученные глаза размером с блюдце и лапы, усеянные шипами. На болотах же пировали не менее страшные артоплевры, дальние родственницы современных многоножек. Что будет, если мы столкнемся где-то в трясине с таким себе насекомым? Сейчас многоножки кажутся нам довольно неприятными, но маленькими и безобидными существами. А вот при встрече с таким обитателем карбонового периода шока вряд ли удастся избежать. Длина гигантской многоножки порой доходила до 3 метров, а масса до 50 килограммов. Плоское тело артоплевры состояло из ряда сегментов, заходивших один за другой. К нему было прикреплено 30 пар ног. Переднюю часть головы ужасного насекомого покрывали плоские пластинки. Артоплевры смогли достичь рекордно крупных размеров, вероятно, в связи с повышенным содержанием кислорода в воздухе каменно-угольного периода. Это делало трахейную дыхательную систему насекомых более эффективной. Также благоприятным моментом для них считается отсутствие в каменно-угольном периоде крупных наземных позвоночных, которые могли бы выступать в роли хищников. Трехметровые многоножки были необычайно прожорливы. В год они съедали до тонны растительности и не отказывались полакомиться другими животными. Но о том, что чудовищные многоножки примут нас во время путешествия за прекрасный обед, беспокоиться не стоит. Они охотились только на мелких земноводных, разрывая их крепкими челюстями с острыми зубами. К тому же в основном артоплевры все же питались растительностью, и их укусы не были ядовитыми, как показано в одном из известных научно-фантастических сериалов. Но что делать при встрече с лабиринтодонтами где-нибудь у берега водоема? Они как раз вполне себе любили полакомиться свежим мясом. Эти земноводные тогда были самым распространенным видом животных на планете. Лабиринтодонты тоже ухитрились вырасти до гигантских размеров, длиной до 3 метров, а также проявляли навыки отличных охотников. К счастью, самые крупные их представители были травоядными, поедали очень много пищи и имели большие бочкообразные тела. Зато более мелкие родственники этих существ стали предками первых хищных рептилий, которые появились в конце каменно-угольного периода. Но весь жаркий и влажный карбон на планете царствовали очень крупные животные, настоящие монстры. А в конце периода начало холодать, на полюсах появились ледяные шапки, и это все изменило. С наступлением Пермского периода, или сокращенно Перми, 300 миллионов лет назад температура на планете значительно снизилась. Эта последняя эпоха палеозойской эры продлилась 47 миллионов лет. Тогда на планете произошло много изменений по сравнению с карбоном. Азия столкнулась с Европой, взметнув ввысь Уральский горный хребет. А в Северной Америке выросли Апалачи. К концу Пермского периода формирование гигантского суперматерика Пангеи полностью завершилось. Его омывали воды мегаокеана Панталас. Однако в Перми произошло крупнейшее отступление моря в истории Земли. Усилилась вулканическая деятельность. Образовались большие пространства суши. Во внутренних районах материков условия стали совсем другими по сравнению с карбоном. Слияние континентов привело к значительному изменению климата, растительности и животного мира планеты.
В каменноугольном периоде он был везде примерно одинаковым, а потом стал более холодным и зональным. Обледенела южная часть Пангеи на месте современных Индии, Австралии и Южной Америки. На полюсе тоже возникла огромная шапка снега. В середине периода потеплело, и климат стал очень засушливым. Внутри Пангеи образовались нескончаемые пустыни, в которых годами не выпадали дожди. Считается, что на Земле никогда не было больше пустынь, чем в те времена, и только возле океана по-прежнему сохранялись умеренное тепло и влага. В целом же климат Перми больше походил на современный, чем в каменноугольном периоде или в следующей мезозойской эре. Он разрушил старый растительный и животный мир, но привел к процветанию новый. Количество кислорода в атмосфере уменьшилось, а углекислого газа выросло. От этого огромные насекомые и другие обитатели планеты сильно уменьшились в размерах. Это касалось и растений. Папоротникам и хвощам, которые доминировали в карбоне, нужна болотистая местность. Во влажных условиях болот эффективно всходят споры таких растений. Когда болот стало меньше, сократилось число и разнообразие видов споровых. Их место заняли голосеменные растения, различные виды гинго, хвойных деревьев. Также на суше расселились похожие на пальмы саговники с очень толстыми стволами. Они не были гигантами, как жители лесов каменноугольного периода, однако тоже поднимались в небо на высоту до 20 метров. Их цилиндрические стволы почти никогда не ветвились. Вверху саговники украшала крона крупных кожистых, иногда колючих деревьев. У некоторых видов молодые листья имели очень экзотический вид, поскольку завивались в спираль, как у папоротников. Саговники плодоносили с помощью шишек, причем мужские были вытянутые, как у сосен, а женские – плоские. В то время еще не появились цветковые растения, но некоторые из них очень походили. Такими, в частности, были некоторые растения и семейства гнетовидных. Если мы наткнемся в лесу на одну из представительниц этого семейства, вельвичию удивительную, то точно примем ее за древний цветок. Шишки растения, которые сначала были зелеными, потом принимали рыжий или даже темно-малиновый цвет и смотрелись как экзотические цветы. Остальные части растения тоже отличались необычным внешним видом. А древесневший полый стебель вельвичьи, похожий на перевернутый конус, диаметром зачастую превышал метр. Он почти полностью погружался в песок. Сверху от него в противоположном направлении отходили два листа, которые росли на протяжении всей жизни растения. Эти листья, настоящие колоссы, достигали 8 метров в длину и почти 2 метров в ширину. Если мы коснемся такого гиганта, то замрем от удивления. На ощупь он окажется похожим на доску. Вельвичия сохранилась до наших дней и встречается в основном на юго-западе Анголы и в Намибии. Впрочем, ученых не удивляет то, что растение смогло сохраниться так долго. Оно чрезвычайно живучее. Некоторые современные экземпляры, как показал радиоуглеродный метод, имеют возраст около 2000 лет. В пермский период еще не произошло изменений форм насекомых, которые обитали среди этой растительности, и не повысилось их разнообразие, как в следующей мезозойской эре. Но появились, например, много видов стрекоз. Правда, они не были столь впечатляющими, как гигантские меганевры. Стрекозы стали мельче и более походили на современных. Но расслабляться при прогулке по земле в пермский период нам не стоит. Навстречу, например, может выползти целое полчище тараканов. Если вы думаете, что это хоть и неприятные, но привычные нам насекомые, то сильно ошибаетесь. Как раз тараканы в пермский период были настоящими гигантами, размером примерно с современную мышь. Жесткие экзоскелеты дали этим членистоногим преимущество над другими преследователями наземных насекомых и позволили стать такими большими. Эти и другие обитатели планеты приспосабливались к окружающей среде, осваивая засушливые районы, и вскоре их расклад на суперконтиненте стал совсем иным. Прежде всего пришлось потесниться земноводным, ранее преобладающим на планете. Их влажная пористая кожа не переносила суш.
Для земноводных остались пригодны лишь территории вокруг немногочисленных озер и болот. В таких условиях вымерли многие виды этих животных. Пресмыкающиеся или рептилии, наоборот, стремительно распространялись по земному шару. Они лучше других адаптировались к новой среде обитания. В пермский период число рептилий составляло уже 53% всех четвероногих, а в предыдущую эпоху всего лишь 13%. Сначала пресмыкающиеся были невелики по размеру и похожи на современных ящериц. Они питались в основном членистоногими и червями. Но вскоре появились крупные виды, охотившиеся на более мелких. Со временем многие из них обзавелись мощными челюстями, с крепкими зубами, необходимыми для успешной охоты. Во время прогулки по берегу какого-нибудь водоема нам может встретиться мозазавр, небольшое пресмыкающееся длиной до 1 метра. Это было полностью водное животное, длинный хвост помогал его передвижению по воде. Очень длинные челюсти мозазавров были оснащены многочисленными тонкими зубами, идеальными для захвата скользкой рыбы. Для более успешной водной погони за добычей мозазавру помогали перепончатые конечности, выполнявшие функцию ласт. Но важнейшим событием пермского периода было появление так называемых синапсидных рептилий, животных, у которых имелись отверстия в черепе за каждым глазом. Они очень напоминали крокодилов или даже динозавров. Самый известный их представитель – удивительный диметродон с огромным причудливым парусом на спине. В то время появились и первые архозавры, которые имели 2 отверстия в черепе за каждым глазом. Это были небольшие рептилии, правда хорошо защищенные от всех опасностей пермского периода. Все их тело было покрыто роговыми щитками, которые защищали кожу от пересыхания и от хищников. И все равно, 250 миллиарда лет назад никто не смог бы предсказать, что архозаврам суждено было превратиться в самых первых динозавров мезозойской эры, а затем тысячелетия доминировать на Земле. Казалось, ничто не помешает рептилиям полностью завоевать планету, но вскоре на Земле разразилась настоящая катастрофа. Что же произошло? Понять это поможет виртуальное путешествие в один из последних дней пермского периода. Вот как он проходил у различных обитателей древнего мира. 4-метровый диметродон весом 200 килограммов обитал в богатой пищей местности на берегу океана. С раннего утра он решил подкрепиться. Диметродон считался одним из самых успешных хищников в Перми. Зубы зверя, в отличие от большинства пресмыкающихся, уже делились на резцы и зазубренные клыки. Они идеально подходили для разделки плоти. Однако основное преимущество хищнику давал огромный парус на спине. Он состоял из толстой кожи, натянутой на позвоночные наросты. Диметродон использовал парус в брачных играх, для маскировки среди растений и при плавании. Но главное, нарост был незаменим для терморегуляции, дававшей рептилии фору при охоте. Подсчитано, что без паруса тело хищника разогревалось бы при температуре с 26 до 32 градусов за 205 минут, а с ним за 80. Таким образом, ящер становился активным с раннего утра до того, как согревались и начинали двигаться другие рептилии. Парус и в этот раз помог диметродону быстро заполучить завтрак. Ему попался трематопид, хищное земноводное длиной до 80 сантиметров. Оно полностью приспособилось к жизни на суше, а от врагов научилось защищаться с помощью острых удлиненных верхних клыков. Однако трематопид был очень медлительным. К тому же было рано, и он еще не успел разогреть свое холодное тело. Все это сделало его легкой добычей для более крупного и подвижного диметродона. На поиски пропитания вышел и другой ужасный монстр пермского периода. Это 3-метровая горгонопсия, предшественница млекопитающих. Ей не требовался утренний разогрев даже с помощью паруса. Горгонопсия была теплокровной. К тому же ее тело частично покрывала шерсть. Грозным оружием зверя являлись саблевидные клыки. Вдобавок на макушке у нее красовался шишковидный 3-й глаз. Этот своеобразный перископ помогал рептилии не пропустить рассвет.
наиболее оптимальное время для активности. Еще горгонопсию отличал хорошо развитый мозг, особенно мозжечок. Он обеспечивал животному отличную координацию движений. Добавьте к этому длинные прямые задние конечности и получите образ самого крутого хищника пермского периода. Свирепая горгонопсия, не раздумывая, вступила в бой с врагами намного больше себя. Так она поступила и в этот день. Невдалеке как раз лакомился корой деревьев огромный растительноядный переязавр. Горгонопсия вцепилась в бок 4-метрового неповоротливого зверя. Острыми, как кинжалы, 15-сантиметровыми клыками она прокусила шишковидную костяную броню жертвы. Раненое животное от потери крови начало быстро терять силы. Горгонопсия тут же этим воспользовалась. Она снова подскочила и выдрала еще один кусок мяса из тела пареязавра. Так безжалостная рептилия живьем обгладывала жертву, пока не наелась до отвала. С утра проголодались и еще одни далекие предки млекопитающих – цинодонты. Эти небольшие, до 60 сантиметров в длину пресмыкающиеся по виду походили на выдр. Они были теплокровными и полностью покрытыми шерстью, так что их активность не зависела от суточных колебаний температуры. Цинодонты могли охотиться ночью, когда более грозные хищники отдыхали. Эти звери нападали стаей даже на очень крупных животных. Успех им также обеспечивали различные по назначению зубы, как у современных млекопитающих. Кинжаловидные клыки легко рвали добычу на куски. Острые резцы служили для захвата и откусывания пищи, а плоские коренные зубы с множеством режущих кромок позволяли жевать и перемалывать мясо. Однако нашей стае хищников в последнее время не везло. Они обитали в глубине Пангеи, где усиливалась засуха. Утром цинодонты напрасно искали что-нибудь съестное. Вокруг была только бесплодная пустыня. Голод гнал их в поисках пищи все дальше от озера. Путь стаи пролегал по фантастически красивой местности. Всюду были небольшие красные скалы, как на Марсе. Необычный цвет им придавали оксиды железа, образовавшиеся в результате интенсивного нагревания пустыни солнцем. Они долго передвигались под палящим солнцем и уже начали терять силы. И у текодонта, который также находился в глубине Пангеи, охота не удалась. Хищнику тоже пришлось отправиться на поиски нового места, где можно выжить. Его шансы на успех были довольно велики. Рептилия внешне напоминала современного крокодила на длинных ногах. Она, по сути, и являлась предком крокодила, а также динозавров-птиц. Некоторые особи, в том числе наш текодонт, уже передвигались на двух конечностях, причем очень-очень быстро. Текодонт без затруднений преодолел десятки километров и, наконец, вышел к зеленому оазису на берегу водоема, отделившегося от моря. Там, среди деревьев, паслись растительноядные этозавры. Медлительные и неповоротливые рептилии тоже были предшественниками динозавров. Их защищали от хищников массивный панцирь и острые шипы на спине. Текодонт предпочел не нападать на столь экипированных противников. Возле воды ему попалась крупная земноводная – эускелий. Текодонту ничего не стоило схватить это медлительное животное и растерзать острыми, как бритвы, зубами. Словом, вначале этот день для наших ящеров ничем не отличался от остальных. Но в это самое время начиналась катастрофа, которая зародилась внутри Земли. О ней ученые узнали после исследований соответствующих геологических слоев планеты. Там обнаружено огромное количество вулканического пепла и полых частичек зольной пыли, которые образуются после сжигания угля. Катастрофу вызвали активные тектонические изменения внутри планеты. Даже после слияния континентов встречное движение литосферных плит Лавразии и Гондваны продолжилось. В результате этого процесса южная плита поднырнула под северную, образуя на суше множество разломов. Особенно большие отверстия сформировались на территории нынешних Индии и Сибири. Газы и магма сквозь разломы начали выплескиваться наружу. Тех, кто вставал на пути потока, ждала ужасная участь. Именно в таком месте оказалась стая цинодонтов, которая пыталась выбраться из бесплодной пустыни.
Земля вокруг них вдруг растрескалась подобно яичной скорлупе. Из разломов повалили ядовитые газы. Цинодонты, одурманенные этими парами, вместо бегства остановились как вкопанные. Впрочем, у них все равно не было шансов спастись. Буквально через несколько секунд земля разверзлась под ногами ящеров, и они упали в раскаленную магму. Но не исчезли в ее пучине. Магма представляет собой массу, которая в 3 раза превышает воду по плотности, в 1000 раз по вязкости. Она не может быстро деформироваться и сразу что-то поглотить. Стая цинодонтов, провалившись в магму, осталась на ее поверхности. При ударе животные переломали себе множество костей. Хотя самым страшным было не это. Невероятно горячая магма тут же стала заживо зажаривать рептилий. Они быстро погибли, ведь температура магмы при выходе на поверхность достигает 1000-1200 градусов Цельсия. Это в 4-5 раз больше, чем внутри домашней духовки. Тем временем извержения продолжались. Они, в свою очередь, привели к масштабным пожарам по всей планете. Пострадало и место, где наша горгонопсия спокойно переваривала под деревьями мясо пареозавра. Вдруг вокруг нее все запылало. Жар мгновенно стал нестерпимым, и горгонопсия попыталась убежать. Однако огонь обступил рептилию со всех сторон, полностью отрезав ей путь к отступлению. А Диметродона, который также отдыхал после удачной охоты на берегу океана, просто смыло с лица земли. Извержение магмы и землетрясения вызвали огромные цунами. Одна из чудовищных волн накрыла нашего Диметродона, а заодно и множество животных, которые обитали в том месте. Только хищному текодонту и растительноядным экозаврам в этот день повезло. Извержение магмы и пожары обошли стороной их зеленый оазис. Землю под ящерами только потрясло, а на их головы просыпалось немного пыли. Однако и этим рептилиям оставалось недолго пировать в богатом пропитанием месте. После выбросов магмы в атмосферу попало огромное количество метана и углекислого газа. Температура на планете выросла не менее чем на 2-3 градуса Цельсия. От этого в океанских глубинах растаяли внутренние резервуары замороженного метана. Он также попал в атмосферу. Метан, один из самых мощных парниковых газов, поднял температуру еще на 5 градусов Цельсия. Водоемы на планете под воздействием тепла высыхали один за другим. Вскоре испарился и тот, на берегу которого обитали наши предки динозавров. Вслед за водой высохла зелень, погибла мелкая живность. Рептилии попытались найти другое место для выживания, но сколько ни бродили по планете, видели только бесплодную пустыню. К тому же по пути животных поливали ядовитые кислотные дожди. Их дыхание затрудняли частицы лавы, газов и пепла, заполнившие атмосферу. Наши ящеры не имели шансов выжить в подобном аду. Так происходило самое массовое вымирание в истории Земли – Пермское. Оно стерло с лица планеты 90-95% морских видов живых организмов и не менее 70% наземных. И все же небольшому количеству животных удалось выжить. Среди них были родственники наших знакомых цинодонтов. Некоторые особи переждали катаклизмы глубоко в норах, где было достаточно пищи. Еще нашли себе какое-то укрытие отдельные предки динозавров, такие как наши текодонт и экозавры. Они вступили в новую мезозойскую эру и возвели на пьедестал эволюции знаменитых динозавров. Тем временем потомки цинодонтов, млекопитающие, еще долго ютились в тени древних ящеров, пока не дождались своего часа. Но это было позже. А пока после Великого Пермского вымирания наступил Триасовый период, или Триас, первый в мезозойской эре. Тогда суша представляла собой единый суперконтинент Пангея, который омывал воды мегаокеана Панталос. Облик Пангеи тоже менялся. На ней появлялись и исчезали внутренние водоемы, образовывались горы. Так, например, завершилось формирование Уральского хребта. В начале мезозоя на планете стало теплее. Температура, вероятно, поднялась из-за большого количества углекислого газа.
Он образовался в результате многочисленных извержений вулканов, вызванных движением тектонических плит. Расчеты показали, что тогда в атмосферу было выброшено 100 тысяч гигатонн СО2. Из-за глобального потепления в триасовый период снежные шапки на полюсах растаяли. Однако этот жаркий период был иным, чем теплые и влажные условия каменно-угольного периода. В Триасе преобладала сушь. Климат стал менее зональным. Его различия на отдельных участках Пангеи сгладились. Только 3 месяца в году длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. Тогда водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента покрывали бесплодные пустыни. В подобных условиях жизнь с трудом восстанавливалась после Великого вымирания. Развитие в основном происходило на берегах водоемов и невдалеке от них. На этих берегах в основном и сохранялась основная часть растительности, которая сильно поредела и потеряла былое разнообразие. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны, многие виды споровых папоротников. Исчезли хвойные деревья пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги виды. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них не было твердого стебля. Это позволяло растениям быстрее восстанавливаться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали еще более распространяться известные нам саговники, гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Среди этих растений лежало и ползало множество насекомых. Сверчки, жучки, экзотические тараканы с большими мохнатыми лапами предпочитали высасывать растительные соки или питаться пыльцой. Зато хищные личинки насекомых часто пожирали себе подобных. Например, прожорливые моллютки жуков-долгоносиков поджидали добычу в шишках саговников. Но дальше всех зашли странные летающие насекомые триаса, 40-сантиметровые мезотитаниды с зазубренными серповидными лапами. Они убивали даже небольших земноводных. Сами земноводные в предыдущей эпохе, как мы выяснили, господствовали на планете, однако в Триасе их число продолжало сокращаться. Правда, отдельные виды еще были достаточно многочисленны. На всем континенте в болотах, озерах и реках обитали потомки первых лабиринтодонтов. Они одновременно походили на лягушек и крокодилов. У животных были горизонтально расположенные бедра и плечи. Их длина варьировалась от полуметра до 5. Лабиринтодонты в то время уже были полностью плотоядными. Эти хищники охотились на своих сородичей и мелкую рыбу, используя тактику засады. Серо-зеленые животные отлично сливались с природой, часами поджидая жертву с открытой пастью. Когда кто-то оказывался в пределах досягаемости, их челюсти захлопывались, и острые зубы впивались в тело добычи. Сами же лабиринтодонты защищались от врагов с помощью прочных панцирей из костных пластин, покрывающих все тело. Но доминировали на планете, как и в пермском периоде, многочисленные пресмыкающиеся. Правда, в Триасе они сильно изменились. Великое вымирание перешагнули самые продвинутые формы рептилий. Среди них оказались цинодонты, далекие предки млекопитающих. Эти небольшие зверьки со времен пермского периода довольно подросли и уже зачастую достигали размера больших собак. Хотя все равно им приходилось выживать в тяжелых условиях, буквально под лапами крупных свирепых хищников. Однако цинодонты умели рыть глубокие норы и часто жили парами, заботясь о потомстве. По некоторым версиям, некоторые виды уже кормили малышей молоком. Часть этих животных, возможно, относилась к сумчатым и переносила на себе детенышей. Но главными качествами, которые обеспечивали им успех, оставались наличие шерсти и теплокровность. Приспособившись к новым условиям, эти пресмыкающиеся расселились по всей планете. А нишу суперхищников заняли крокодилы, вернее их предки – крокодиломорфы, которые достигали 8 метров в длину.
Огромные зубы, свирепость и сила рептилий наводили ужас на обитателей триасового мира. Одному из представителей крокодиломорфов даже дали жуткое имя – Каролинский мясник, в соответствии с местностью, где обнаружили его ископаемые останки. Внешне этот трехметровый хищник напоминал крупного крокодила, но он предпочитал проводить время не в воде, а на суше, и мог быстро бегать на задних лапах. Предок современных крокодилов имел чрезвычайно острые зубы, что позволяло ему прокусывать толстые панцири рептилий. И, наконец, в середине триасового периода появились первые динозавры. Их кости палеонтологи находят по всему миру, чаще всего на территории современной Аргентины. Эти рептилии сначала не были гигантами, но с течением времени прибавляли в размерах. Что же позволило динозаврам выжить в мире хищников Триаса и быстро эволюционировать? Прежде всего, многие из них ходили на двух ногах. Интересно, что ящеры ступали на пальцы подобно птицам, а не на пятки, как мы. Потому следы маленьких особей очень напоминают отпечатки лап цапель. Ноги у динозавров располагались под животом, а не по бокам, как, к примеру, у крокодилов. Благодаря этому ящеры могли быстро догнать жертву или убежать от охотника. Кроме того, динозавры были инерционно теплокровными. Это значит, что за день их организм сильно разогревался, и за ночь, благодаря быстрому метаболизму, не успевал остыть. А некоторые виды уже стали по-настоящему теплокровными. Подобное свойство позволяло им сохранять активность круглые сутки. Таким образом, ящеры получали фору при добывании пищи. Еще у динозавров обнаружили так называемое второе дыхание. Процесс происходил за счет воздушных мешков, которые представляли собой разрастание на легких. Вдыхая, динозавры получали кислород из атмосферы, а выдыхая – из кислородных мешков. Это свойство оказалось незаменимым в триасовый период, бедный на кислород. Вначале концентрация О2 в атмосфере составляла 10-15%. В конце триаса показатель подскочил примерно до 19%. Однако этого все равно было мало. Сейчас для сравнения кислород составляет чуть более 21% атмосферы, а в каменноугольном периоде палеозоя поднимался аж до 35%. Также важно, что кожа динозавров чешуйчатая и водоотталкивающая. Она хорошо защищала животных от потери влаги и от укусов хищников. И, наконец, яйца динозавров имели прочную скорлупу. Благодаря этому процент выживания детенышей по сравнению с другими пресмыкающимися у них был необычайно высок. Однако первым ящерам все равно приходилось безумно сложно в суровом мире Триаса. Они были вынуждены вести смертельную борьбу за свое место под солнцем. Вот как, вероятно, протекали дни всех этих животных 200 миллионов лет назад у одного из озер. Сезон дождей продолжался уже более 2 месяцев, и небольшое озеро превратилось в обширный водоем. Вокруг кипела жизнь. В воде плескался огромный 5-метровый крокодиломорф – протозухия. Он не искал добычу. Его брюхо и без того было под завязку набито рыбой и мелкими пресмыкающимися. Тут к озеру вышел динозавр Гойрозаурус, которого еще называют Годзиллой. Это был один из самых крупных ящеров конца триасового периода, длиной до 5 метров, очень сильный и агрессивный. Но в тот день наш хищник был сыт и спокоен. Он напился воды и пошел отдыхать в тени деревьев соседнего леса. Там паслось стадо растительноядных пресмыкающихся, прозауроподов. Через миллионы лет у них вырастут 10-метровые шеи, а огромные тела достигнут веса в десятки тонн. Тогда эти животные превратятся в одних из самых мощных динозавров. Пока же размеры предшественников гигантов были намного скромнее. И ноги у проузороподов оставались вытянутыми, а не колоннообразными, как позднее. Зато они умели подниматься на задние конечности, чтобы дотянуться до молодых листьев на верхушках деревьев. В тот день они с тревогой поглядывали на мелькавших в лесу эорапторов. Эти небольшие ящеры, передвигающиеся на 2 ногах, имели очень острые зубы. К тому же охотились стаями и вполне могли напасть на маленьких проузороподов.
Но эорапторы занимались более безопасным поиском пищи. Ящеры воровали яйца других пресмыкающихся, ловили насекомых и земноводных. Тем временем пара цинодонтов сидела в норе, охраняя свое потомство. После наступления темноты отец семейства вышел на охоту и быстро нашел добычу. Словом, в этом оазисе изобилия все были сыты и довольны. Через 3 месяца все изменилось. Сезон дождей давно закончился. Озеро обмелело, в нем осталось мало рыбы, а вокруг не суетилось множество земноводных. Огромному крокодилу Протозухии стало трудно находить пищу. Он уже сутки был без обеда и неподвижно сидел, сохраняя силы. Но сегодня крокодиломорфу улыбнулась удача. На водопой пришла стая эорапторов, и один молодой ящер отошел от сородичей. Огромный хищник мгновенно бросился на него из своей засады и насмерть загрыз острыми зубами. Остальные эорапторы умчались в спасительный лес. Но там их поджидал голодный динозавр Годзилла. Он быстро поймал и растерзал одного из эорапторов. Понесшая потери стая в страхе спряталась в самом отдаленном уголке леса. И все же голод быстро выгнал ее на поиски добычи. После нескольких часов скитаний эорапторам наконец повезло. Они уловили очень слабое движение под землей и поняли, что там нора. В ней вместе с детенышами пряталась семья цинодонтов. Эорапторы начали дружно раскапывать землю. Цинодонтам вскоре ничего не оставалось, как покинуть разрушенную нору. Они сумели скрыться от врагов в чаще леса. Но детеныши достались на обед эорапторам. Между тем и стаду проузароподов приходилось нелегко. Древовидные растения увядали на глазах. Животные изо всех сил тянули шеи, чтобы достать хоть немного суховатых листьев. Это удавалось все реже. Еще через 3 месяца жизнь на берегу озера стала совсем невыносимой. Дожди не шли уже полгода. Водоем и деревья вокруг него почти полностью высохли. Животные, которые приходили попить немного мутной воды, вели себя очень настороженно, и голодный, истощенный крокодиломорф не мог ничего поймать, чтобы подкрепиться. Динозавр Годзилла, который еще находил в лесу кое-какую падаль, держался лучше. Но вскоре и его стал невыносимо терзать голод. Тогда хищник рискнул наброситься на молодого зауропода, который отошел от стада. Его сородичи поспешили на помощь и начали нещадно избивать хищника мощными хвостами. Годзилле пришлось отступить, а прозауроподы в тот же день ушли с обжитого места, где им грозила голодная смерть. В это время Годзилла пошел на отчаянный шаг. Он напал на превосходящего его размером крокодиломорфа, решив, что тот достаточно обессилел. Крупные хищники вступили в смертельную схватку. В ход шли острые зубы, огромные когти, удары головами и хвостами. Победил динозавр, который не так ослаб во время засухи. Убив крокодиломорфа, он сразу набросился на добычу и стал ее с жадностью пожирать. Насытившись до отвала, Годзилла удалился. Немного объедков досталось и эорапторам, а ночью – цинодонтам. Через месяц жизнь вокруг водоема еле теплилась. Правда, цинодонтам посчастливилось однажды откопать яйца эорапторов. Пара утащила лакомство в новую глубокую нору и долго поддерживала силы за счет этой пищи. А сами эорапторы от голода стали пожирать самых обессиленных особей в своей стае. Но особенно плохо все было у Годзиллы. В схватке с крокодиломорфом динозавр получил большую рану на боку, которая загноилась. Годзилла не мог охотиться, стал совсем беспомощным и уже не в состоянии был подняться на ноги. Его почуяли эорапторы. Они окружили хищника и начали один за другим нападать на него, открывая куски плоти. Жестокие убийцы быстро обглодали заживо своего некогда грозного врага. Ночью цинодонты подобрали остатки за динозаврами, завершив кровавый пир. А еще через 3 месяца полили дожди, и все вокруг ожило. Озеро до краев наполнилось водой, вернулись насекомые и земноводные. Пара цинодонтов вновь успешно охотилась по ночам и вскоре отложила яйца. Эорапторы тоже не испытывали недостатка в пище, а из отложенных ранее яиц у них вылупились детеныши.
Через время к озеру вернулось сильно поредевшее стадо прозауроподов. Эти животные смогли добраться до более глубокого водоема и пересидеть там засуху. Так предшественники-динозавры укреплялись на планете. Но к настоящему рассвету их, скорее всего, привела новая глобальная катастрофа. 169 миллионов лет назад произошло триасово-юрское вымирание. В конце Триаса исчезло около 50% наземных животных. У ученых нет единой версии насчет причин вымирания, которое помогло возвыситься динозаврам. Возможно, все затеяли вулканы. К их интенсивным извержениям привел начавшийся раскол суперконтинента Пангея. В результате в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа. Это создало парниковый эффект и резкую смену климата. За подобными изменениями обычно следует крах экосистемы. Также есть мнение, что на Землю упал огромный астероид и привел к катаклизму. Правда, кратер от удара этого небесного тела не найден. Однако за миллионы лет его мог поглотить океан. Как бы то ни было, в результате катастрофы освободилось множество экологических ниш. Природе потребовалось более 30 миллионов лет, чтобы восстановиться, и тут как раз первенство захватили динозавры. В следующем за Триасом юрском периоде начался настоящий рассвет эры древних ящеров. На планете жили сотни видов динозавров. Некоторые из них достигали неимоверной величины. И, конечно, вооружились по последнему слову доисторических времен. Они пережили несколько вымираний, резкие смены климата и другие удары природы. И все же 66 миллионов лет назад уступили место млекопитающим, маленьким животным, которые огромный временной период ютились в тени гигантов. Но динозавры, их развитие, расцвет и гибель – совсем другая история и повод для новых невероятных путешествий. Это были восхитительные пейзажи, пышные джунгли, окруженные живописными озерами, теплые мелкие моря, которые тихо накатывают волны на берег, огромные зеленые саванны без конца и края. В воздухе, в небе, на поверхности воды силуэты каких-то невероятных существ, и везде шорохи, топот, рык, жужжание. Все поменялось в один миг. Леса вспыхнули огнем, в океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а земля затряслась, как в лихорадке. Тысячи громких криков агонии и смерти потрясли все вокруг. Примерно так, наверное, можно в двух словах описать лишь одно из массовых вымираний живых существ на нашей планете. Всего их было минимум 5, и вот-вот в полную силу может разгореться шестое. Какая сила вызвала эти катастрофы в прошлом? Давайте посвятим наше очередное путешествие поиску виновных и узнаем, что грозит вымиранию животного мира сейчас. С тех пор, как на планете появились различные животные, они постоянно развивались, менялись с течением времени. Но рано или поздно все заканчивается, и виды в какой-то момент навсегда исчезают с лица Земли. По оценкам ученых, более 99,9% живых существ, которые когда-либо жили, уже вымерли. Наша фауна практически полностью обновилась. Это касается даже очень многочисленных и, на первый взгляд, прочно укоренившихся на Земле животных. Наверное, если бы мы жили в эпоху динозавров, то никогда бы не предположили, что гигантские ящеры однажды вымрут. Миллионы лет пролетали один за другим, а динозавры только больше размножались, эволюционировали и становились разнообразнее. Так длилось более 160 миллионов лет, а затем, считай, в один момент древние ящеры прекратили свое существование. В то же время динозавры очень долго продержались на планете. Средняя продолжительность жизни вида составляет от 1 до 10 миллионов лет. Вымирание иногда происходит внезапно. Тогда, в общем-то, остальное здоровое сообщество животных полностью уничтожается. Например, токсическое загрязнение или грандиозная катастрофа может сделать всю его среду обитания непригодной для существования.
Однако это один из вариантов развития событий, который можно назвать редкостью. В основном вымирание животных происходит постепенно, иногда в течение тысяч или миллионов лет. Вид просто шаг за шагом проигрывает в борьбе за пищу более приспособленным конкурентам. Или же крах наступает спустя долгое время после катастрофы, которая становится спусковым механизмом вымирания. Наряду с этим порой палеонтологи фиксируют исчезновение сразу огромного количества видов. Это и есть массовые вымирания, которые, к счастью, являются относительно редкими событиями на Земле. В истории нашей планеты, как мы говорили, произошло 5 основных массовых вымираний. Они называются по имени периода той или иной эры развития Земли. Ордовикско-силурийское вымирание, Девонское, Пермское, Триасовое и Мелпалеогеновое. Начнем нашу экспедицию по поиску виновных в этих странных событиях с самых ранних этапов развития Земли. Первым из известных палеонтологам является Ордовикско-силурийское вымирание, которое произошло в палеозойскую эру 450-440 миллионов лет назад. В ордовикском периоде, длившемся 43 миллиона лет, ранняя жизнь на Земле начала процветать, и ее развитию способствовала окружающая среда. Климат был теплым и влажным. Средняя температура держалась на отметке 16-20 градусов Цельсия. Возможно, этому способствовало большое количество углекислого газа в атмосфере. Тектоническая система планеты тоже вела себя относительно спокойно. Не было глобальных перестроек суши и моря. Тогда сушу представляли масштабный континент Гондвана, небольшие Балтика, Лаврентия и Сибирия, а также ряд микроконтинентов. На них продолжалось плавное формирование горных цепей и вулканических регионов в зонах, где литосферные плиты соприкасались друг с другом. Практически все живые существа в те времена обитали в морях. Их разнообразие продолжало расти стремительными темпами. Ученые считают этот процесс сопоставимым со знаменитым Кембрийским взрывом развития жизни. В то время появились разнообразные головоногие моллюски, которые обладали длинными прямыми раковинами. Воды начали заселять ракоскорпионы, первые позвоночные, рыбообразные животные без челюстей. Возможно, именно в Ордовике появились и первые настоящие рыбы, хотя общепринятым все же считается возникновение их уже в следующем периоде. Но и тогда в морях уже плавали удивительные существа. В начале ордовикского периода появилась доисторическая креветка Эгирокассида, которая принадлежала к вымершему в настоящее время роду Аномалокарис. Если бы мы столкнулись с таким существом, то застыли бы от ужаса. Вы сомневаетесь, что креветка может испугать? Тогда только представьте Эгирокассиду. Это был настоящий монстр 2-метровой длины. Несмотря на грозный внешний вид, мегакреветка представляла собой вполне безобидное существо. При помощи сетчатых отростков на голове она выцеживала из морской воды планктон. Ей вполне хватало пищи в теплых Девонских морях. Эволюция Эгирокассиды пришлась на период роста видового разнообразия планктона. Если мы выплывем из ордовикских морей на сушу, то увидим, как там формируются первые наземные растения. Поверхность планеты сначала покрыли разнообразные мхи, а вслед за ними и псилофиты. По окончании периода все изменилось. Относительно мягкий, умеренный климат постепенно стал холоднее и суше, на Южном полюсе возник ледник. Холодная вода, возможно, накрыла Землю в результате интенсивного формирования Аппалачии в Северной Америке. Важную роль здесь могли сыграть начавшиеся ближе к силурийскому периоду многочисленные извержения вулканов, которые сопровождались сильными землетрясениями. Поднятые из недр породы высосали углекислый газ из атмосферы и подморозили планету. Эти процессы вызвали значительное понижение уровня моря. Существа, живущие на мелководье, в один прекрасный день обнаружили свою среду обитания, резко остывшей и сократившейся в размерах. Для многих это оказалось смертельным ударом.
а те, которым удалось выжить, с трудом приспосабливались к неблагоприятным водам. Главная неприятность заключалась в загрязнении этой среды высокой концентрацией органических веществ. Со временем уровень моря снова стал расти, но радоваться оказалось рано. Этот подъем снизил количество кислорода в воде, и тогда океану стало легче удерживать растворенные токсичные металлы. Это явилось вторым смертельным ударом для выживших обитателей морей. Ужасные деформации поразили крошечных, похожих на планктон существ, которые кишели в древних морях. Воздействие металлов превратило планктонные существа в настоящих чудовищ. Представьте себе 2, 3, 4 особей, сросшихся друг с другом, как сиамские близнецы. Химер, у которых отдельные части организма во много раз больше, чем у обычных особей. Не полностью разделенные яйца, склеенные цепочкой. Такую страшную картину тех времен нарисовали палеонтологи из Лильского университета во Франции. Окаменелости показали в 100 раз больше деформации на фоне в 10 раз повышившейся концентрации тяжелых металлов в океане. Уродства оказались наиболее выражены у хитинозоанов, крошечных яиц в форме бутылки. Они были плотно упакованы в прочный органический материал, который сохранился через миллионы лет. Интересно, что похожие мутации наблюдаются у морских и пресноводных организмов под воздействием высоких концентраций токсичных металлов и сегодня. Так, отклонения от нормы отмечены у современных диатомовых водорослей, которые заключены в такую себе хрупкую коробку из кремнезема. Створки этого панциря нередко оказываются полностью изуродованы, например, в виде зигзагообразных узоров и искривлений. Ученые еще не разобрались с причиной смертельного уменьшения кислорода в океанических водах ордовикского периода. Пока у них очень необычный главный подозреваемый – это сама природа и процессы эволюции Земли. Увеличение содержания питательных веществ в почве, таких как азот, вызвало стремительное развитие растительного мира. Новые зеленые обитатели планеты начали усиленно потреблять кислород, вызвав его нехватку. Подобное наблюдается и в наше время. Мертвые зоны ученые отмечают в устье реки Миссисипи. Их появление связывают с попаданием в воду почвы, богатой азотными удобрениями, а также другими стоками из городов и ферм. Но вернемся в конец ордовикского начала силурийского периода. В целом тогда погибло 85% всех видов живых существ. Это второе по масштабу массовое вымирание в истории Земли. Наибольший урон понесли кораллы, панцирные брахиоподы, угреподобные существа, называемые конодонтами, трилобиты. И с помощью ученых мы уже определили некоторые эволюционные процессы Земли как подозреваемых в этом массовом убийстве. Но есть еще силы, которые также могли нанести удар по молодой жизни планеты, причем из невероятно далеких мест. Предполагается, что причиной вымирания стал поток гамма-излучения от гиперновой. Она вспыхнула в ближнем по отношению к нам рукаве Млечного Пути. 10-секундный поток гамма-лучей уменьшил озоновый слой атмосферы нашей планеты примерно наполовину, подвергнув сильному ультрафиолетовому облучению всех существ, хотя эта версия пока мало подтверждена. Зато палеонтологи точно выяснили, что удар был мощным, и животный мир восстанавливался миллионы лет, а затем вновь вступил в период рассвета. Чем все закончилось? Новым вымиранием, и мы сейчас постараемся определить виновных в следующей волне многочисленных смертей. Следующее массовое вымирание, Девонское, произошло очень нескоро, 65 миллионов лет спустя. Оно тоже серьезно уменьшило разнообразие животного мира. В Девонском периоде палеозойской эры 375 миллионов лет назад, по разным оценкам, вымерло от 75 до 83% морских видов. Значительно сократилась и численность наземных организмов. Что за трагедия и с какими существами случилось в те времена? Сначала ничего не предвещало беду. Наоборот, Девон ученые называют временем расцвета подводного мира. Миллионы рыб бороздили океан, наполненный приятной теплой водой,
с температурой в среднем 26 градусов Цельсия. Каких только чудесных обитателей не было среди них. Прикрытые прочным панцирем доисторические членистоногие трилобиты, аммониты с невероятными закрученными раковинами, странные бесчелюстные и челюсторотые рыбы. Царили среди всех этих существ дунклеостеи, 10-метровые монстры весом до 4 тонн. Гиганты были покрыты крепкой, как броня, чешуей, которая делала их практически недоступными для атак других хищных обитателей вот той эпохи. Однако сами дунклеостеи легко щелкали на завтрак больших акул, поскольку их укус был невероятно мощным. На поверхности планеты все было иначе. В Девоне мы увидим уже 2 суперконтинента – Леврусию, объединявшую Лаврентию с Балтикой, а также гигантскую Гондвану. Эти континенты успешно колонизировали растения. Мягкий теплый климат служил идеальной средой для деревьев и гигантских папоротников. Лаврусию и Гондвану уже покрывали густые леса. В них зеленые обитатели боролись за доступ к солнцу и пресной воде. Чтобы стать мощнее, растения все глубже запускали корни в землю и привели этим к катастрофе. По мнению ученых, подобная деятельность стала причиной массового вымирания в конце Девонского периода. Как такое могло произойти? По одной из версий, корни деревьев измельчали камни, превращая их в почву, полную питательных веществ. Огромное количество этого грунта смывало в океан. Смесь пришлась по вкусу водорослям, которые получили огромное количество пищи и быстро разрастались. Их размножению способствовала и теплая вода. Появлению гигантского количества водорослей, в свою очередь, порадовались бактерии. Для них это стало великолепной питательной средой. Бактерии быстро размножались, пожирая водоросли, а на десерт предпочитали кислород. В результате мировой океан покрылся мертвыми зонами, где задыхались подводные обитатели. Погибая, они разлагались и выделяли убийственный сероводород. Процесс ускорял тотальное вымирание различных существ в океанах. Мощный удар был нанесен по конодонтам и гониатитам, древним раковинным родственникам кальмаров с осьминогами. Многие членистоногие и большинство рыб тоже умерли от удушья. Даже монстру дунклеостеи не помогли гигантские, как пилы, клыки и непробиваемая броня. Только моллюски и некоторые виды рыб забились в песок или ушли в невероятные глубины. У них были большие шансы переждать удар природы в этих укромных местах. Но за первой волной вымирания пришла вторая. Возможно, в качестве смертельной силы здесь выступили вулканы. В течение пары миллионов лет магматический регион Вилюйские траппы изверг более 380 миллионов кубических метров магмы на территории современной Сибири. Извержение выбросило парниковые газы и токсичный диоксид серы, которые вызвали смертельные кислотные дожди. Астероиды также могли внести свой вклад. Огромный Сильян в Швеции шириной 51,5 километра является одним из крупнейших сохранившихся ударных кратеров Земли. Он образовался как раз около 377 миллионов лет назад. Но, может, смертельный враг ударил издалека? Исследование под руководством астрофизика Брайана Филдса из Иллинойского университета показало, что Девонское вымирание вызвал взрыв сверхновой или даже сверхновых очень далеко от Земли. Что навело ученых на эту мысль? Резкое снижение концентрации озона, совпадающее с поздней фазой Девонского вымирания, не могло быть результатом вулканизма или глобального потепления. Однако это подходит под современное понятие радиационного воздействия от сверхновой или нескольких сверхновых примерно в 65 световых годах от Земли. Такие события вполне способны истощить озоновый слой до катастрофического предела. Предположение о том, что сверхновые могут вызвать массовые вымирания, было выдвинуто еще в 1950-х годах, но считалось, что оно опасно на расстоянии от 25 до 50 световых лет, а в такой близости от Земли сверхновые не наблюдались. Однако команда астрономов во главе с Филдсом
предположила, что взрывы звезд даже с большей дальности могут оказаться пагубными для земной жизни. Это связано с возможной комбинацией скорых и долгоиграющих эффектов. Сверхновые — это быстрые источники экстремальных ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей. В течение более длительного времени взрыв сталкивается с окружающим газом, что приводит к ускорению частиц. Таким образом, сверхновые производят космические лучи высоких энергий. Эти заряженные частицы какое-то время удерживаются внутри остатка сверхновой магнитными силами погибшей звезды, а затем улетают в космос. Считается, что потоки подобных высокоскоростных частиц омывают Землю примерно каждые 100 тысяч лет. Самые сильные потопы из космоса могут разрушить озоновый слой и нанести ужасный урон смертельной радиации биосфере Земли. Примерно на такой сценарий указывает деформация спор древних растений, найденных в отложениях конца Девонского периода. Чтобы доказать свою версию, ученые ищут следы древних радиоактивных изотопов, которые могли попасть на Землю только в результате взрывов звезд. В контексте Девонского вымирания изотопы плутоний-244 и самарий-146 могут свидетельствовать в пользу гипотезы о сверхновой. Ни один из этих изотопов не встречается в нашей природе. Единственный способ, которым они способны попасть на Землю — космические взрывы. Таким образом, подозреваемыми в этом массовом вымирании мы определим бурную тектонику, усиленный вулканизм и даже растения, которые своей чрезмерной активностью навредили живым существам. В этот список также добавим космические силы, астероид и взрыв далекой сверхновой. Словом, подозреваемых хватает. И пока ученые с ними разбираются, пытаясь определить виновного, мы отправимся в эпоху следующего вымирания. Оно произошло 252 миллиона лет назад и стало наиболее губительным для всего живого в истории Земли. Правда, все случилось в конце периода, а до этого флора и фауна процветали на планете. Пермский период или Пермь наступил 300 миллионов лет назад. Он был последним в палеозойской эре и продлился 47 миллионов лет до начала мезозоя. В то время на Земле в результате слияния Лаврусии и Гондваны образовался единый суперконтинент Пангея. Его омывали воды мегаокеана Панталас. Слияние континентов привело к значительному изменению климата, растительности и животного мира планеты. В предыдущем каменно-угольном периоде на Земле было тепло и влажно. На суше образовалось множество озер, рек и особенно болот. По соседству с ними росли леса из гигантских споровых растений, папоротников, плаунов. Их стволы достигали диаметра 1,5 метров, а высота 10 метров. Сквозь дымку болотных испарений виднелись прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые, колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Наземные животные в этом призрачном мире еще были довольно немногочисленны. Но среди них уже появились настоящие великаны. Даже насекомые зачастую походили на монстров из фильмов ужасов. Так над водоемами летали огромные стрекозы Маганевритес грацилипес. Размах их крыльев достигал более 30 сантиметров. В болотах пировали не менее страшные трехметровые артоплевры, дальние родственницы наших многоножек. Гиганты каменноугольного мира возникли, скорее всего, из-за избытка кислорода в атмосфере. Его содержание в то время составляло 35%, почти на 14 больше, чем сейчас. С наступлением пермского периода количество кислорода в воздухе снизилось. Тогда огромные насекомые и другие обитатели планеты сильно уменьшились в размерах. Из-за формирования суперконтинента Пангея значительно изменился климат. В каменноугольном периоде он был примерно одинаковым по всей планете, а потом стал более холодным и зональным. Обледенела южная часть Пангеи на месте современных Индии, Австралии и Южной Америки. На полюсе тоже возникла огромная шапка снега. Внутри Пангеи образовались нескончаемые пустыни, в которых годами не выпадали дожди. Считается, что на Земле никогда не было больше пустынь, чем в те времена.
И только возле океана по-прежнему сохранялись умеренное тепло и влага. В целом же климат больше походил на современный, чем в предыдущем или следующем периоде. Он разрушил старый растительный и животный мир. Папоротникам и хвощам нужна болотистая местность, в которой эффективно сходят споры. Когда болот стало меньше, сократилось число и разнообразие видов споровых. Их место заняли голосеменные растения, различные виды гинго, хвойных деревьев. Успешно заселяли континенты, похожие на пальмы-саговники, с толстыми стволами и кронами из больших жестких листьев. Животные тоже приспосабливались к окружающей среде, осваивая засушливые районы. И вскоре их расклад на суперконтиненте стал совсем иным. Прежде всего пришлось потесниться земноводным, ранее преобладающим на планете. Их влажная пористая кожа не переносила суш. Для земноводных остались пригодны лишь территории вокруг немногочисленных озер и болот. В таких условиях вымерли многие виды этих животных. Пресмыкающиеся и рептилии, наоборот, стремительно распространялись по земному шару. Они лучше других адаптировались к новой среде обитания. Сначала пресмыкающиеся были невелики по размеру и похожи на современных ящериц. Они питались в основном членистоногими и червями. Но вскоре появились крупные виды, охотившиеся на более мелких. Со временем многие из них обзавелись мощными челюстями и крепкими зубами, необходимыми для успешной охоты. Крупными животными были хищные текодонты. Рептилии внешне напоминали современных крокодилов на длинных ногах. Они, по сути, и являлись предками крокодилов, а также динозавров, птиц. Некоторые особи передвигались на двух конечностях, причем очень быстро. У добычи почти не было шансов от них ускользнуть. 4-метровые диметродоны весом до 200 килограммов тоже были одними из самых успешных хищников в Перми. Их зубы, в отличие от большинства пресмыкающихся, уже делились на резцы и зазубренные клыки. Они идеально подходили для разделки плоти. Однако основное преимущество хищнику давал огромный парус на спине из толстой кожи с шипами на конце. Нарост быстро нагревался по утрам и давал этим хладнокровным животным возможность рано начинать охоту. Другой ужасный монстр пермского периода, 3-метровая горгонопсия, была предшественницей млекопитающих. Ей не требовался утренний разогрев даже с помощью паруса. Горгонопсия была теплокровной. К тому же ее тело частично покрывала шерсть. Грозным оружием зверя являлись саблевидные клыки. Вдобавок на макушке у нее красовался шишковидный третий глаз. Этот своеобразный перископ помогал животному не пропустить рассвет, наиболее оптимальное время для активности. Казалось, ничто не помешает этим и остальным обитателям пермского периода успешно эволюционировать и дальше. Но вскоре на Земле разразилась настоящая катастрофа. Что же произошло? Чрезвычайные события вызвали активные тектонические изменения внутри планеты. Даже после слияния континентов встречное движение литосферных плит Лаврусии и Гондваны продолжилось. В результате этого процесса южная плита подныривала под северную, образуя на суше множество разломов. Особенно большие отверстия сформировались на территории нынешних Индии и Сибири. Газы и магма сквозь разломы начали выплескиваться наружу. Тех, кто встал на пути потока, ждала ужасная участь. После выбросов магмы в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Температура на планете выросла не менее чем на 2-3 градуса. От этого в океанических глубинах растаяли внутренние резервуары замороженного метана. Он также попал в атмосферу. Метан, один из самых мощных парниковых газов, поднял температуру еще на 5 градусов Цельсия. Водоемы на планете под воздействием тепла испарялись один за другим. Вслед за водой высохла зелень. Животные лишились среды обитания, пищи и пресной воды. Так проходило самое массовое вымирание в истории Земли – пермское. Но есть и другой сценарий великого вымирания, вновь с космическими пришельцами. Ученые записали в подозреваемый огромный астероид, который столкнулся с Землей. Катастрофа вызвала внезапный выброс метана со дна моря, изменение океанических течений, резкое повышение температуры и сухости климата.
Впрочем, какая бы сила ни нанесла удар, ей удалось почти полностью истребить всех обитателей планеты. Погибло 90-95% морских видов и не менее 70% наземных. Однако небольшому количеству животных удалось выдержать губительные события конца Перми. Спаслись отдельные предки динозавров, такие как текодонты и экозавры. Они вступили в мезозойскую эру и возвели на пьедестал эволюции знаменитых гигантских ящеров древности. А путь млекопитающих к вершинам славы только начинался. Остались живы некоторые предки млекопитающих, например, маленькие цинодонты. Они в основном переждали катаклизмы глубоко в норах, где было достаточно пищи. Мы во время путешествия вряд ли заметим этих маленьких существ, вечно прячущихся в глубоких подземельях от огромных хищников. Но главное, что наши очень далекие предки перешли в следующую эпоху. В триасовый период, первый в мезозойской эре, суша по-прежнему представляла собой единый суперконтинент Пангею, который омывали воды мегаокеана Панталас. Однако облик Пангеи со временем менялся. На ней появлялись и исчезали внутренние водоемы, образовывались горы. Так, например, завершилось формирование Уральского хребта. На планете стало теплее. Температура, вероятно, поднялась из-за большого количества углекислого газа. Он образовался в результате многочисленных извержений вулканов, вызванных движением тектонических плит. Расчеты показали, что тогда в атмосферу было выброшено 100 тысяч гигатонн СО2. Из-за глобального потепления в триасовый период снежные шапки на полюсах растаяли. Климат стал менее зональным, его различия на отдельных участках Пангеи сгладились. Только 3 месяца в году везде длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. Тогда водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента еще покрывали бесплодные пустыни. В подобных условиях жизнь в основном сосредоточилась на берегах водоемов и невдалеке от них. Растения на планете сильно изменились. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны и хвойные деревья пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги виды. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них отсутствовала твердая древесина стебля. Это позволяло растениям быстрее восстановиться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали распространяться гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Животный мир при путешествии из пермского периода в триасовый мы тоже узнаем с трудом. Когда-то земноводные господствовали на планете, однако в триасе их число продолжало сокращаться. И только отдельные виды этих животных по-прежнему оставались достаточно многочисленными. На всем континенте в болотах, озерах и реках обитали лабиринтодонты. Они одновременно походили на лягушек и крокодилов. У животных были горизонтально расположенные бедра и плечи. Их длина варьировалась от полуметра до 5 метров. Лабиринтодонты охотились на своих сородичей, земноводных и мелкую рыбу. Сами же они защищались от врагов с помощью прочных панцирей из костных пластин, покрывающих все тело. Доминировали на планете, как и в пермском периоде, многочисленные пресмыкающиеся. В триасе они сильно изменились. Великое вымирание перешагнули самые продвинутые формы животных. Среди них оказались и уже знакомые нам цинодонты. Эти близкие к пресмыкающимся существа уже были скорее далекими предками млекопитающих. Небольшие животные умели рыть глубокие норы и прятаться там днем. Покрытым шерстью теплокровным цинодонтам не требовалось разогреваться по утрам. Они могли охотиться ночью, когда спят крупные хищники. Такие качества помогли цинодонтам мелким и практически невооруженным для отпора более сильным охотникам триаса расселиться по всей планете. А нишу суперхищников заняли крокодилы, вернее их предки, крокодиломорфы, которые достигали 8 метров в длину. Огромные зубы, свирепость и сила рептилий наводили ужас на обитателей триасового мира.
Предки современных крокодилов имели чрезвычайно острые зубы, что позволило им прокусывать толстые панцири других рептилий. И, наконец, в середине триасового периода появились первые динозавры. Их кости палеонтологи находят по всему миру, чаще всего на территории современной Аргентины. Ящеры сначала не были гигантами и лишь со временем прибавили в размерах. Однако это было не в триасовом периоде. Он закончился очередным массовым вымиранием. Среди морских видов особенно пострадали двухстворчатые моллюски – конодонты, известковые губки и каменистые кораллы. На суше удар сильнее всего был нанесен по земноводным и рептилиям. Исчезли с лица земли конодонты, плакодонты, парарептилии, круротарзы. Какие небесные силы попали в подозрение в геноциде на этот раз? В принципе, все то же, что и прежде. Возможно, здесь опять постарались вулканы, которые все время всплывают в качестве подозреваемых в массовом уничтожении живых существ. А мы знаем, что не бывает дыма без огня. К их интенсивным извержениям, по мнению ученых, привел начавшийся раскол суперконтинента Пангея. Многочисленные вулканы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа. Это создало парниковый эффект и резкую смену климата, а за подобными изменениями обычно следует крах экосистемы. Однако, возможно, вымирание вызвал очередной удар огромного астероида. Правда, кратер от падения этого небесного тела не найден, хотя за миллионы лет его вполне мог поглотить океан. Словом, подозреваемые определены, и ученые пытаются найти среди них истинного виновного. Он уничтожил 23% всех семейств и 48% родов морских и наземных животных, но привел к освобождению множества экологических ниш. Их смогли занять динозавры и птерозавры, которые перешагнули вымирание, в дальнейшем укрепив свои позиции на эволюционной арене Земли. Они вступили в следующие периоды мезозойской эры – юрский, а затем меловой. Именно тогда мы увидим на планете густые джунгли, бескрайние зеленые саванны. Эти места служили комфортным домом для множества существ. Животные успешно эволюционировали тысячи, миллионы лет. Казалось, наземные и морские обитатели середины и конца мезозоя прочно, если не навсегда, укрепились на планете. Но в один ужасный день леса охватили пожары невероятной силы. В океане поднялась стена воды, раскаленный вихрь закружил по планете, а Земля затряслась, как в лихорадке. Множество животных сразу же погибли. Что это за катастрофа? Разве в реальности все происходит так быстро? Или мы видим кадры нового голливудского триллера? По мнению многих ученых, события действительно происходили именно так. И это было только начало кошмара. Катастрофа еще долго набирала обороты. Она уничтожила 3/4 жизни на Земле. Тогда погибли практически все существа весом более 25 килограммов. Среди них были тысячи видов динозавров. Гиганты длиной более 50 метров, травоядные хищники, с длинными, как пожарные лестницы, шеями, когтями, как у Фредди Крюгера, бронированными туловищами, парусами на спине, как спинозавры. Какая сила на границе мезозоя и кайнозоя в конце мелового периода привела к вымиранию этих существ и на несколько лет превратила планету в ядовитую грибную поляну? Чтобы лучше во всем разобраться, представим те запредельно далекие времена. Тогда распад суперконтинента Пангея в основном завершился. Планета приобрела примерно такой же вид, как сейчас, и везде кипела жизнь. В небе летали первые небольшие птицы, которые казались незаметными среди гигантских птеродактилей. В морях плавали костистые и челюстные рыбы, за которыми охотились огромные мозазавры и плезиозавры. На суше в норах прятались первые мелкие млекопитающие, размером не больше мышей. Земноводные и множество пресмыкающихся искали себе пропитание на земле и в водоемах. Однако господствовали в том мире динозавры. Они уже более 160 миллионов лет обитали на планете и в меловом периоде достигли небывалого расцвета. Но все изменил 10-километровый астероид, который рухнул в Мексиканский залив. Множество животных сразу после удара
Уничтожили невероятно мощная взрывная волна и пожары, охватившие 70% лесов. В Нью-Джерси найдено захоронение 25 тысяч фрагментов окаменелостей различных животных. Ученые считают, что они умерли в один день в конце мелового периода. Скорее всего, это случилось сразу после падения астероида. Его удар поднял в океане цунами высотой 100 метров. Вода затопила равнины почти всей территории будущих США. Следы волн нашли даже в Северной Дакоте. Еще по всей планете прокатились ужасные землетрясения силой до 12 баллов. Примерно 25 триллионов метрических тонн осколков, камней, сажи, пепла и угарных газов выбросило в атмосферу. Трение их частичек о воздух вызвало колоссальный нагрев. Огромное раскаленное облако понеслось вокруг земного шара, выжигая все на своем пути. В течение нескольких дней ужасный смерч уничтожил множество животных на каждом из материков. Тем временем температура на планете начала опускаться, а с неба полились кислотные дожди. Астероид попал в область карбонатных пород, богатых углеводородами и серой. Множество этих веществ испарились, и аэрозоли серы попали в стратосферу, а затем вернулись на Землю в виде осадков. Ядовитая серная кислота неделями лилась на поверхность планеты, отравив почву и водоемы. Осадки привели к окислению океанов, отчего в них погиб фитопланктон. Многие обитатели водоемов остались без привычной пищи. Вымерли белемниты, аммоноидеи и гигантские предшественники современных гребешков и нацерамы. Исчезло примерно 60% кораллов. Значительно снизилась численность головоногих, иглокожих и двухстворчатых моллюсков. Прервавшаяся пищевая цепочка привела к гибели многих скатов, акул, челюстных рыб. Огромные мозазавры и плезиозавры напрасно плавали в поисках добычи. Океаны опустели, гигантам стало нечем питаться, потому они постепенно вымерли. Еще ужаснее было на суше. Представляете вечный холод и темноту, лишь изредка освещаемую вспышками пожаров. После удара астероида и извержений вулканов пыль, пепел, сажа плотным покрывалом окутали планету, заблокировав 50% солнечного света. На несколько лет наступила ударная зима. Без света растения, которые зависят от фотосинтеза, быстро погибли. Засохли деревья в некогда густых лесах. Превратились в пыль папоротники в саваннах. Пришло время триумфа грибов и плесени. Они питались продуктами гниения и легко находили, чем поживиться после катастрофы. После гибели лесов и саванн первыми без пищи остались растительноядные животные. Особенно тяжело приходилось огромным динозаврам. Без свежих веток и листьев гиганты быстро теряли силы и становились легкой добычей хищников. За счет них хищники продержались немного дольше. Они убивали ослабевших растительноядных гигантов, на которых раньше боялись нападать. Но постепенно добычи становилось все меньше, и смертельный голод настиг хищников. В целом ни у кого из нептичьих динозавров не оказалось надежной защиты от голода, пожаров, леденящего холода, потоков раскаленной лавы после извержений вулканов. Ни страшные рога трицераптопсов, ни уникальный костяной панцирь анкилозавров, ни кошмарные когти терезинозавров не спасли их от вымирания. Однако астероиду не удалось полностью опустошить Землю. Самые продвинутые животные остались живы. Палеонтологи считают, что около 25% существ перенесли кратковременные и долговременные последствия падения астероида. Кто на нашей планете в меловой период оказался мегаустойчивым к ударам стихии и почему? Если брать водных обитателей, то из головоногих моллюсков выжили наутилоидеи, а также предшественники осьминогов, кальмаров и каракатиц. Многие костистые рыбы тоже прошли испытания, хотя стали менее разнообразными. Еще мало пострадали крокодилы. Они не гнушаются падалью, а ее тогда на планете хватало. Хорошо пережили катастрофу ящерицы и змеи. Исчезли лишь некоторые крупные виды, однако остались все мелкие представители этих пресмыкающихся. Им было легче спрятаться, чтобы не погибнуть от огня, низких и высоких температур. В небе начали летать птицы, им помогла пережить катастрофу способность нырять, плавать, находить убежище в воде и болотах.
Гнездится в дуплах деревьев или гнездах термитов. От смертельного холода птиц защищали перья. Но настоящий триумф после вымирания ждал животных, которые миллионы лет находились в тени динозавров – млекопитающие. Мелкие и незаметные среди древних гигантов животные. Их численность мало сократилась на всех континентах. Некоторые пережили катастрофу в глубоких норах, другие – внутри деревьев. Млекопитающие умели отлично приспосабливаться к экстремальным условиям, быстро размножаться и потреблять относительно мало пищи. Они хорошо переносили все катаклизмы после падения астероидов. Но впереди их ждало множество испытаний. Новые удары стихии, жестокая борьба за свое место под солнцем, взлеты одних существ и угасание других. Однако, если мы составим рейтинг самых стойких к катастрофам животных, то победят не млекопитающие. 4 видам существ удалось пережить все 5 массовых вымираний фауны на планете. Они маленькие и незаметные, но иначе как непобедимыми киборгами их не назовешь. Целоканты. Целоканты относятся к древнему роду лопастеперых рыб, которые возникли более 400 миллионов лет назад. Их представителями сейчас являются разные виды латимерий. Многие целиканты живут в глубоководной среде, которая меньше подвержена рискам во время массовых вымираний. Особенности тела также позволили им адаптироваться к изменяющимся условиям в разные периоды эволюции Земли. Целиканты имеют уникальную физиологическую структуру, включая плавательный пузырь и хорошо развитую систему зрения для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в течение сотен миллионов лет. Акулы, которые существуют на нашей планете уже более 400 миллионов лет, показали себя еще более крутыми. Они выработали целую стратегию, позволяющую им выжить во время массовых вымираний. Прежде всего, акулы едят все подряд, так что отсутствие какого-то вида пищи им не страшно. Очень важно, что у этих рыб есть различные репродуктивные стратегии, включая откладывание яиц и живорождение. Еще акулы оснащены хрящевым скелетом, который более легкий и гибкий, чем костный. Это позволяет рыбам снизить затраты энергии на поддержание плавучести и стать редкими долгожителями на Земле. Мечехвосты. А небольших морских обитателей мечехвостов даже называют живыми окаменелостями. Они имеют тело, которое остается относительно неизменным на протяжении более 450 миллионов лет. Их жесткий экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и экологических стрессов. Простая эффективная анатомия позволяет адаптироваться к различным условиям окружающей среды и ее изменениям. Например, мечехвосты могут жить в мелководье у берега и на дне глубоких океанов. Они способны выдержать разный диапазон температур океанических вод. Древние существа создают огромное количество потомства, что увеличивает их шансы на выживание при изменениях окружающей среды. Мечехвосты также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой. Наутилусы. Еще дольше и за счет других качеств продержались на Земле наутилусы. Эти головоногие моллюски существуют примерно 500 миллионов лет, и за это невероятно долгое время отлично приспособились к глубоководной среде. Там условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами. Способность жить в такой среде, возможно, помогла наутилусам избежать наиболее суровых последствий массовых вымираний. Моллюски питаются мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их всеядность, возможно, способствовала их выживанию в голодные времена. Но помогут ли все эти чудесные качества нашим рекордсменам пройти еще одно массовое вымирание? А оно, по мнению некоторых ученых, уже началось. Исследователи из Гавайского университета во главе с биологом Робертом Коуи установили, что с 1500 года на 7,5-13% уменьшилось количество различных видов живых существ. В среднем цифры являются достаточно высокими и в отдельные периоды даже увеличиваются. А некоторые эксперты приводят еще более ужасные данные о темпах вымирания, и позже мы об этом поговорим.
На основании таких показателей ученые делают вывод, что на Земле началось 6-е массовое вымирание. Хотя некоторые исследователи считают, что паниковать рано, масштаб события настораживает. Исчезновение одного-двух видов действительно может остаться незамеченным. Однако, когда речь идет о значительно большем количестве вымираний, стоит задуматься. Ученые ищут способы помешать полному исчезновению наиболее уязвимых животных, птиц и млекопитающих. Хотя шансы на успех очень низкие. Исследователи продолжают собирать подробную информацию об этих видах, в основном для того, чтобы сохранить ее для потомков. И, конечно, ищут причины негативного процесса. Его однозначно ускоряет деятельность человека. Виды сейчас вымирают в 100 тысяч раз быстрее, чем, вероятно, было бы без антропогенного влияния. При таких темпах, по оценкам ученых, к 2100 году может прекратить свое существование 50% всех видов животных на поверхности Земли и в океане, а это уже сопоставимо с триасовым вымиранием. Но как мы с вами стираем с лица планеты столько живых существ? Изменение климата, связанное с глобальным потеплением, отчасти дело рук человека. Огромное количество парниковых газов, удерживающих тепло, попадает в атмосферу в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Зачастую это приводит к изменению ареалов обитания диких животных, сокращению пищевых ресурсов и другим негативным последствиям для фауны. В настоящее время океан нагревается в 10-100 раз быстрее, чем во время самого смертоносного пермского вымирания. Такие изменения намного опережают способность видов к адаптации. Маврикийский дронт или птица додо представляет собой первый в истории известный случай вымирания из-за человека. Эта нелетающая птица ростом до 1 метра и весом до 20 килограммов обитала на острове Маврикий в Индийском океане. Последние исследования говорят, что она была быстрой и сильной, а не медлительной и неуклюжей, как считалось ранее. Впервые додо увидели голландские моряки в 1598 году, а уже в 1662 людям пришлось с ними попрощаться. Все произошло из-за того, что мореплаватели привезли на Маврикии хищных животных из чужих экосистем и вырубили леса, в которых обитали огромные птицы. Также исчезновение додо связывают с тем, что они были слишком доверчивыми и приближались к людям, которые их убивали. Почему эти пернатые так странно себя вели? Просто у маврикийских дронтов не было естественных хищников, потому они, вероятно, не боялись незнакомцев. По этой же причине птицы потеряли способность летать. Видимо, им не нужно было ни от кого спасаться. Позже подобная участь постигла стадо стеллеровых коров. Эти странные животные паслись в водах вокруг Командорских островов. Огромные малоподвижные морские коровы достигали 8 метров в длину и веса около 4, а иногда 10 тонн. Уникальные млекопитающие рекордно быстро пострадали от человека. В XVIII веке за 27 лет их полностью истребили браконьеры, а в 2011 году исчезли западноафриканские черные носороги, и тоже из-за незаконной охоты людей. Мы с вами уничтожаем животных не только физически. Даже такие, казалось бы, безобидные действия, как переселение в новые регионы чужеродной флоры и фауны, нередко приводят к катастрофе. У новичков нет естественных врагов, потому что они быстро захватывают территории, источники питания, а местные виды не выдерживают с ними конкуренции, потому погибают. Такая история произошла с американской норкой, которую перевезли в Европу. Она распространилась по континенту и вытеснила европейскую норку. Последняя осталась только в заповедниках, например, на острове Кунашир в Курильской гряде. Символ кинжала, размещенный рядом с названием вида, обычно указывает на его статус как вымершего. Официально их зарегистрировано 777. Однако, по некоторым данным, только за последние 500 лет с лица Земли исчезло от 150 тысяч до 260 тысяч видов. Кинжалов хватит на целую армию. Виновны в безжалостной расправе над флорой и фауной планеты, как уже сказано, в основном мы, люди. А значит, только в наших силах все остановить. Но возможно ли на практике предотвратить 6-е массовое вымирание?
Исследователи считают, что надежда на спасение большей части всего живого на планете еще сохраняется. Однако действовать необходимо уже сейчас, иначе окно возможностей захлопнется. Методы, как это сделать, предлагаются разные. Международная группа исследователей выступает за то, чтобы оставить в диком виде всего 1,2% земель. Тогда, по расчетам ученых, удастся спасти до 75% видов растений и животных. Необходимо также сократить выброс парниковых газов в атмосферу, жестче бороться с браконьерством и принять многие другие меры. Наверное, стоит попробовать все методы. Главное — добиться результата, иначе наши потомки при путешествиях в прошлое окажутся на скучной, неплодородной, пустой земле. Космические путешественники, сегодня нас ждет необычное приключение. Мы отправимся к своим истокам и постараемся узнать, откуда на Земле появились люди. Нам придется побывать в страшном мире древних чудовищ и понять, как вымирание динозавров помогло возникновению человечества. А потом поищем место, где жили первые люди. Нужно хорошенько прочесать поверхность планеты, опуститься на дно океана, вместе с птицами подняться в небо и вернуться в кромешную тьму пещер. Мало кто сомневается, что первые люди появились где-то на нашей планете. Мы едины с Землей и даже состоим с ней из одних и тех же элементов, причем в одинаковых пропорциях. Но без традиционного полета в космос нам сегодня тоже не обойтись. Приготовьтесь к длительному путешествию, придется основательно поколесить по Вселенной. Где-то очень далеко, возможно, мы найдем кусочки Земли. И даже пожмем руку нашим дальним родственникам, о которых раньше и не подозревали. В любом случае, наша задача сегодня не из легких. Британский астробиолог Пол Дэвис назвал возникновение жизни одной из величайших загадок науки. Люди с давних времен бьются над ее решением. Философы и мыслители Древнего Китая, Египта и Вавилона склонялись к теории спонтанного зарождения жизни на Земле. Все они были уверены, что определенные гипотетические частицы вещества несут в себе некое активное начало. Именно оно в необходимых условиях может сотворить живой организм. В качестве примера приводилось куриное яйцо, солнечный свет и гниющее мясо. Одним из приверженцев теории самозарождения был Аристотель. А ученый Ян Гельмонт в XVII веке даже утверждал, что за 3 недели самостоятельно сотворил мышей с помощью грязной рубашки, темного шкафа и пшеницы. Он был уверен, что решающее значение здесь сыграл человеческий пот. Хотя могут быть и другие жизненные силы, способные привести к самозарождению каких-либо существ. Ученый думал, что подобным образом лягушки произошли от болота, мухи от мяса, а черви от почвы. Но в результате какого процесса в конце концов появился на свет человек? На этот вопрос Гельмонт ответить не смог. Современная наука, конечно, описывает зарождение жизни и нашего мира в целом совсем по-другому. Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад в протопланетном диске из газа и пыли, который остался после формирования Солнца. Извержения вулканов покрыли планету первичной атмосферой, где почти не было кислорода. Токсичный коктейль для людей и жизни в целом. К тому же извержения вулканов и частые столкновения с другими космическими объектами расплавили поверхность Земли. Конечно, в подобных условиях обитаемой планета быть не могла. Со временем небесные бомбардировки прекратились, во многом угомонились и вулканы. Планета остыла, и на ее поверхности появилась твердая кора. Но Земля еще ничуть не походила на наш полный разноцветных красок современный мир. Планета представляла собой унылый бесплодный каменный шар. Однако кометы и астероиды, вероятно, вскоре доставили сюда воду. Она сконденсировалась в облака и океаны, сделав Землю пригодной для жизни. Уже через миллиард лет ее заполонили микроорганизмы. Откуда они изначально взялись? На этот счет существует множество версий. Недавно ученые предположили, что все могло начаться с обычной молнии. Она вызвала химические реакции в ранней атмосфере Земли, своеобразном супе из аммиака, метана, водяного пара и углекислого газа. Исследователи подтвердили это, пропустив сквозь подобный газовый коктейль электрические искры. Через несколько дней в смеси образовались несколько простых углеродных молекул.
Углерод легко вступает в связи с другими атомами, складываясь в длинные цепочки, разветвленные структуры и даже кольца. С течением времени он сформировал более крупные и сложные молекулы, такие как ДНК и РНК. Из этих строительных кирпичиков собрано все живое на Земле – растения, микроорганизмы, травоядные, хищники и мы – люди. Мы узнаем об этом в первую очередь с помощью окаменелостей, которые образуются, когда осадки покрывают поверхность живых организмов. По мере того, как осадок затвердевает в породу, организмы разлагаются, оставляя свои окаменелые останки в породе. Но подобные следы не вечны и разрушаются со временем. Для поисков самых ранних следов жизни часто применяется метод радиоуглеродного датирования. Он основан на подсчете соотношения различных изотопов углерода в породе. Некоторые из этих изотопов сигнализируют о том, была ли жизнь в соответствующую геологическую эпоху или нет. Таким способом в Гренландии нашли следы микроорганизмов, которым 3,8 миллиарда лет. Но тогда на Земле еще были совершенно неподходящие условия для возникновения даже самых примитивных существ. А однажды может выясниться нечто вообще невероятное. Жизнь зародилась еще до того, как сформировалась Земля. Это кажется фантастикой, но одна из версий, которая называется панспермией, предлагает как раз такой сценарий. Возможно, когда условия на Земле стали подходящими, откуда-то из космоса на нее попали чрезвычайно примитивные организмы. Они смогли выжить и размножиться, составив основу всего живого на нашей планете. Эта идея имеет широкий спектр косвенных подтверждений. Например, еще ни разу ученые не наблюдали, чтобы органика возникла из неорганических веществ здесь, на Земле. Ни один лабораторный эксперимент не начинался с полностью неживых ингредиентов и не заканчивался тем, что мы однозначно назвали бы живым существом. А вот Вселенная дает нам огромные намеки на то, что жизнь, как мы ее понимаем, зародилась в недрах неживых предшественников. Раз на Земле мы не знаем подобных примеров, то можно предположить, что их следует искать в далеком космосе. Такую версию поддерживает множество исследований. Органические молекулы, сахара, аминокислоты и сложные углеродные кольца астрономы повсеместно находят в межзвездном пространстве и в облаках вокруг молодых звезд. Умирающие светила содержат огромное количество сложных молекул, в том числе ароматические углеводороды. Интересно, что в их число входит этилформиат, молекула, которая придает малине аромат. Так что во время очередного космического путешествия мы можем попасть в настоящий звездный малинник, наполненный запахом всеми любимой ягоды. И беспилотники Вселенной разносят часть этих благоухающих веществ по пространству. В роли посланников выступают астероиды и метеориты, которые могут доставить с одного небесного тела на другое целые грузы разнообразных молекул. Рекордсменом здесь, вероятно, является метеорит Мерчисон, упавший на Австралию. После его изучения ученые сделали вывод, что Мерчисон доставил на Землю все 20 аминокислот, участвующих в органических процессах на Земле. Но это еще не главный сюрприз. Метеорит дополнительно содержал более 60 других аминокислот, которых нет на нашей планете. Есть и другие важные аргументы в пользу панспермии. Так, сложность жизни на Земле указывает на ее гораздо более раннее происхождение, чем может предложить наша планета. Ученые обнаружили, что самый сложный организм существовал на любом этапе нашей истории. Другое дело Вселенная, которая примерно на 9 миллиардов лет старше Земли. У нее было время и возможности, чтобы создать сложные формы жизни, поддерживать и развивать их. Долгий путь Вселенной богат грандиозными событиями. Мириады звезд за это время ярко сияли в небе, сжигая свое топливо. Затем они ярко заканчивали свой путь в огне сверхновых или тихо угасали в планетарных туманностях. Тяжелые элементы, которые светила вырабатывали в своих недрах, разлетались по пространству и служили материалом для новых солнц. После рождения звезды всегда остается огромное количество мелких фрагментов – астероидов, планетиземалей и замороженных ледяных тел. Бурные процессы, происходящие в молодых звездных системах,
выбрасывают многие из них в открытый космос. Эти фрагменты путешествуют по галактике и вполне могут оказаться на планетах, которые освещают иные Солнца. Наша галактика существует очень долго. За это время в ней родилось и умерло гигантское число звезд. Так что много материала могло перекочевать из одного угла Млечного Пути в любой другой. Если где-то в свое время зародилась жизнь, она с большей долей вероятности распространилась в бесчисленное множество миров. В том числе, конечно, и на Землю. Этот процесс продолжается и на современном этапе мироздания. Материал на каменистых планетах не остается изолированным. Да, Вселенная бесспорно может быть в основном пустым пространством, но в достаточно больших масштабах объекты по-прежнему постоянно сталкиваются друг с другом на ее непостижимых просторах. Астероиды, кометы, планете Земали и многие другие космические малыши врезаются в более крупных соседей, таких как планеты. А иногда происходит столкновение настоящих гигантов, самих планет, звезд и даже черных дыр. При этом огромное количество мусора выбрасывает в пространство. Такой космический хлам способен образовывать спутники, кольца и другие объекты, которые падают обратно на планету или отправляются в путешествие. Многие из них достигают каких-то небесных тел и оседают на их поверхности. Это не просто предположение, поскольку метеориты с Луны и Марса в реальности добрались до Земли. Так, на нашей планете обнаружено 34 марсианских метеорита. Самый известный из них – Алан Хиллс 84001, найденный в Антарктиде. У этого космического камня очень сложная судьба. По выводам исследователей, он откололся от поверхности Марса в результате столкновения планеты с крупным астероидом. Катастрофа произошла около 4 миллиардов лет назад, однако камень еще долго оставался на Красной планете. Около 15 миллионов лет назад в результате какого-то нового потрясения он оказался в космосе. Во время путешествия по пространству метеорит попал в зону притяжения Земли и упал на нее. И это еще не конец истории. В 1996 году небесный камень стал звездой мирового масштаба. В НАСА заявили, что в нем содержатся странные микроскопические структуры. Они очень напоминают окаменелые бактерии. Всеобщей радости не было предела. Наконец-то найдена инопланетная жизнь, хотя и в ископаемом виде. Но все оказалось мимо. В 2022 году было установлено, что вкрапления в метеорите имеют геологическое происхождение. Позже выяснилось, что некоторые другие метеориты марсианского происхождения тоже имеют включение причудливой формы. Эти странные структуры тоже не были окаменелыми марсианскими организмами. Исследователи выявили множество неорганических процессов, которые могли сформировать в метеоритах нетипичные, неоднородные включения. Марс и Земля на заре своего существования подверглись ударам большого количества небесных тел. Так что на Красной планете тоже должны быть кусочки Земли. Да что там довольно близкий к нам Марс? Астрофизики утверждают, что маленькие частички нашего мира сейчас путешествуют не только по Солнечной системе, но и просторам галактики Млечный Путь. В целом же исследователи до сих пор не могут точно сказать, где и как зародилась в нашем мире жизнь – на Земле, в космосе или где-нибудь еще. Ученые продолжают искать ответ на этот вопрос. А пока нет убедительных доказательств какой-то одной версии, то следует рассматривать их все. Как бы то ни было, после появления на Земле жизнь процветала, размножалась и совершенствовалась. И в один прекрасный момент на планете появился человек. Откуда взялись наши предки? До сих пор является еще большей загадкой ученых, чем зарождение жизни в целом. В старину преобладало мнение, что человека, как, впрочем, Землю, Солнце и все мироздание, сотворили высшие силы. Согласно древнегреческой легенде, боги создали первую расу людей, андрогинов, с признаками у каждого из них одновременно женского и мужского пола. Их описывает в своем диалоге «Пир» древнегреческий философ Платон. В его книге андрогины обладали шаровидным телом, имели по 4 руки и ноги, а также 2 одинаковых лица на голове. Но главное, они были мощными, как мифологические титаны.
и однажды решили воспользоваться своей силой, чтобы отобрать власть у самих богов. Однако Зевс сумел предотвратить бунт, жестоко расправившись с андрогинами. Главный небожитель разрубил надвое каждого непокорного человека. Так в нашем мире возникли мужчины и женщины. Возможно, именно потому мы, современные люди, теперь всю жизнь мучаемся, разыскивая по свету свою вторую половинку. Когда на смену множеству богов пришла вера в единого, то сотворение мира и человека приписали именно ему. Все мы знаем о том, что в христианской религии первыми людьми на земле были Адам и Ева. Бог выселил пару из рая, и местом изгнания стала наша планета. Не лучшая характеристика для Земли. Вряд ли это попадет в рекламные проспекты будущих космических туров на нашу планету для инопланетян. Впрочем, до такого развития событий еще далеко. Между тем, в начале XIX века было систематизировано и описано множество видов живых существ. Все их разнообразие по-прежнему приписывалось Божьему творению и подразумевалось, что виды не изменяются со временем. Так родилась теория креационизма. Ее последователи полностью отрицают процесс естественного отбора и эволюции. Они утверждают, что Землю и все живое на ней Бог создал 10 тысяч лет назад. Правда, окаменелости, которые находят археологи, свидетельствуют о более раннем времени зарождения жизни на Земле и изменении видов. Креационисты, к которым, к слову, относятся выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней, нашли этому своеобразное объяснение. Все артефакты, по их мнению, появились после Великого потопа. Теория происхождения человека не имеет серьезных противоречий в трех крупнейших мировых религиях – буддизме, исламе и христианстве. Различия проявляются лишь в тонкостях теологических утверждений о сути земного человеческого бытия. Современный креационизм состоит из множества концепций от чисто богословских и философских до претендующих на научность. Все они говорят о том, что человек – творение Божье, и это надо принимать на веру. Так что мы не будем останавливаться на разновидностях теологических теорий. Нас в основном интересует научное представление о происхождении человека, а не религиозное. В научном мире основной признана теория эволюции, которая тесно связана с именем Чарльза Дарвина. Но сама идея изначально принадлежит не ему. Сначала появилась теория трансформации, которую еще называют ламаркизмом, а также гипотезой наследования приобретенных признаков. Ее предложил французский ученый-биолог и естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. По мнению Ламарка, изменения, происходящие в окружающей среде, заставляют виды адаптироваться к смене условий. Во время этого процесса определенные органы живых существ, которые необходимы для выживания, подстраиваются под новые условия. Так, длинная шея появилась у жирафов в связи с необходимостью дотягиваться до молодых листьев на верхушках деревьев. Муравьеду приходится доставать муравьев из глубины муравейника, потому он в течение эволюции обзавелся длинным языком, а ненужные в измененной реальности органы атрофируются. Приобретенные признаки передаются по наследству, сохраняясь из поколения в поколение. Теория Ламарка, выдвинутая в начале XIX века, в свое время казалась многим ученым стройной и надежной. Но современные открытия в области генетики ее практически разрушили. Ученые доказали, что далеко не все приобретенные человеком в течение жизни особенности, такие как накачанные мышцы или интеллектуальное развитие, передаются по наследству. Сохраняются только те признаки, информация о которых записана в генах. Также не оправдались и многие другие постулаты ученого. Например, тезис о том, что одни виды постоянно превращаются в другие, и даже существует самозарождение буквально из воздуха различных существ. На смену ламаркизму пришла теория эволюции выдающегося английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина. В январе 1860 года вышла в свет его книга «Происхождение видов», где объяснялось в том числе происхождение человека. В труде ученого говорится о том, что мы появились в результате эволюции и естественного отбора, превратившись из обычной обезьяны в человека разумного. Дарвин обосновал причины, которые заставляют живые организмы развиваться и изменяться. Вот несколько основных тезисов, которые выдвинул автор.
Источником развития в природе является размножение живых организмов, которое происходит в геометрической прогрессии. Особей рождается больше, чем может прокормиться в их среде обитания с ограниченными ресурсами. Начинается борьба за существование. Ее выигрывают сильнейшие. Те, кто лучше приспособлен к стрессовым условиям, с развитой мускулатурой, более быстрыми ногами, острым зрением или слухом, длинной шеей и другими признаками. Эти качества возникают случайно, но оказываются полезными в конкретных условиях, давая их владельцу возможность выжить и передать некоторые изменения потомкам. То есть происходит естественный отбор наиболее приспособленных особей. Но ученый не мог заполнить все белые пятна в своей теории. Тогда науке был неизвестен механизм передачи наследственности и появления у видов новых черт. Позже то, что не могло быть научно доказано во времена Дарвина, подтвердили новые открытия. В 1865 году чешско-австрийский биолог Грегор Мендель описал законы наследственности, то есть передачу признаков от родителей к потомкам, которые стали основой генетики. Голландский ботаник Хуго де Фрис в конце XIX века выдвинул мутационную теорию. Мутациями он назвал внезапно появляющиеся изменения, которые преобразуют виды. Эта теория на время привела к разногласиям между дарвинизмом и генетикой. Но в середине XX века американский ученый Джеймс Уотсон и британский биолог Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК. Гены и хромосомы объяснили механизм трансформации новых признаков вида. В 1930-40-х годах произошел синтез генетики и дарвинизма, предложив миру современную теорию эволюции. В ней определено, что мутации и изменчивость – основные двигатели этого процесса, а естественный отбор – главная причина развития живой природы, адаптации и появления новых видов. Синтетическую теорию эволюции сейчас поддерживает большинство ученых. При этом все новые открытия подтверждают ее достоверность. Историю органического мира прослеживают по ископаемым останкам животных и растений. Изучение палеонтологической летописи показывает, что сложным организмам предшествовали простые. При этом самые недавние ископаемые больше остальных похожи на современные виды. Их особо большие группы связаны между собой переходными формами. Никакой теорией, кроме эволюционной, данные закономерности не объяснить. То, что все живое создано природой, а не Творцом, подтверждает даже несовершенство видов, в том числе людей. Если бы организмы были слеплены с нуля неким божеством, то они вряд ли имели бы недостатки. Известный пример подобного естественного недочета – возвратный гортанный нерв у млекопитающих. Орган идет от мозга к гортани и помогает нам говорить и глотать. Однако он гораздо длиннее, чем нужно. Спускается в грудную клетку, затем возвращается наверх, из-за чего его длина равна почти метру. Это делает нерв более уязвимым. Хотя подобное свойство может указывать на происхождение человека от рыбоподобного предка. Но об этом мы поговорим немного позже. А пока отметим еще одну группу эволюционных изменений у живых существ. Это рудименты, некогда функциональные органы, потерявшие свое значение. Некоторые птицы, например, не умеют летать, однако сохраняют крылья. У кротов и слепышей остались ненужные им глаза, ведь эти существа проводят жизнь под землей в полной темноте. У человека к рудиментам относятся аппендикс и копчик. Атовизмы тоже подтверждают процесс эволюции. Так называют аномальный возраст признаков, присущих дальним предкам. Вы наверняка видели в интернете фото людей, у которых тело сплошь покрыто волосяным покровом или есть небольшой хвост. Ни то, ни другое совершенно не нужно современному человеку и приносит лишь неудобства. Хорошо, что современная медицина в состоянии все исправить. Еще более яркие примеры эволюции дает селекция. Люди занимаются ею всего несколько тысяч лет, но за этот короткий период добились невероятных успехов. Многие фрукты и овощи, которые мы едим, значительно крупнее и вкуснее тех, что растут в дикой природе. То же самое произошло с домашним скотом, породами собак. Селекционеры создавали облик наших любимцев, меняя их внешние характеристики, например, окрас и густоту шерсти, а также повадки, темперамент.
Это, конечно, очень долгий процесс. Но мы можем провести крутой эксперимент и своими глазами увидеть, как протекает эволюция. Для этого отправимся на экскурсию в одну из лабораторий ученых, где естественный отбор идет, так сказать, в экспресс-режиме. Конечно, речь не может идти о человеке или крупных животных. А вот бактерии, которые делятся каждые 20 минут, для этого вполне подходят. Если есть время и желание, можно наблюдать эволюционные изменения через тысячи поколений в режиме реального времени. Самое долгое исследование в этом направлении провел селекционер Ричард Ленски из Университета штата Мичиган. Эксперимент продолжался 18 лет и позволил ученому наблюдать бесчетное количество мутаций и последствий естественного отбора. К слову, именно из-за скорости эволюции бактерий человечеству приходится создавать все новые антибиотики. А на каком этапе эволюции всего живого заложены благоприятные условия для появления людей? Точка отсчета точно неизвестна, так что определим ее сами и отправимся, пожалуй, в эпоху динозавров. Нет, это не значит, что мы произошли от древних ящеров. Вот в чем суть истории. В доисторические времена динозавры 160 миллионов лет правили на Земле. В конце мелового периода древние ящеры достигли своего наивысшего расцвета. Только тираннозавров, кровожадных хищников, любимцев кинематографа, ученые из Калифорнийского университета насчитали 2,5 миллиарда особей. Правда, это за весь период их существования. Еще были ящеры с тысячами зубов, рогами, копытами, утиными клювами, огромными гребнями на голове и причудливыми костяными воротниками на шее. Размером от курицы до железнодорожного вагона. Казалось, они будут вечно увеличивать видовое разнообразие, размножаться и господствовать на планете. Но 66 миллионов лет назад для них все закончилось. Гигантская небесная скала, астероид размером с Эверест, врезался в Землю и привел к настоящему апокалипсису. Землетрясения и огненные ураганы прокатились по всей планете. Затем на долгие годы наступила вечная зима. Это уничтожило множество растений и животных. Динозавры, которые пережили удар, потеряли кормовую базу и все вымерли. Однако катастрофа не сумела полностью уничтожить жизнь на планете. В новую эру с триумфом вступили животные, которые миллионы лет находились в тени динозавров. Млекопитающие. Некоторые из них пережили катастрофу в норах под землей, другие внутри деревьев. Они научились отлично приспосабливаться к экстремальным условиям, быстро размножаться и потреблять относительно мало пищи. Так что на обновленной планете им был обеспечен рассвет. Успешная эволюция млекопитающих привела к появлению Homo sapiens, человека разумного, который сейчас доминирует на Земле. Нам, конечно, пока далеко до рекорда динозавров. Мы покрыли мир всего лишь 300 тысяч лет назад. Удастся ли людям рулить на планете аж 160 миллионов лет, как древним ящерам, покажет только время. А нам предстоит еще поискать ответ на вопрос, где именно все же на планете появился человек. Это вызывает множество научных споров, в результате которых предложены две ключевые модели. Первая гипотеза гласит о том, что все мы немного африканцы, и она в настоящее время наиболее широко принята в научных кругах. Предполагается, что Homo sapiens произошел от более раннего вида Homo erectus, обитавшего в Африке, а затем мигрировал по всему миру. Нам, конечно, трудно представить себя потомками выходцев из Африки. Ну, слишком уж далекий и жаркий континент. В этом случае можно обратить большее внимание на мультирегиональную модель. Она предполагает, что наша эволюция происходила в нескольких местах в течение длительного периода времени. Смешение различных популяций человека в конечном итоге привело к появлению нашего вида. Но все же африканская модель сейчас у ученых в большом фаворе. Ее подтверждает удивительный эксперимент. Происхождение современной ДНК было прослежено до одной женщины, которая жила в Африке около 200 тысяч лет назад. Местом рождения научной Евы определен центр пустыни Калахари. Дальнейшие доказательства африканской модели можно найти в размерах человеческих черепов.
Изучив этот показатель у групп людей со всего мира, ученые пришли к потрясающему выводу. По мере удаления от Африки гены у переселенцев становятся менее разнообразными. Почему так произошло? Возможно, сообщества людей, которые уходили все дальше от родных мест, становились более малочисленными, потому набор генов сокращался. Ученые знают это, поскольку генетически миллиарды людей сегодняшнего мира мало отличаются от своих первых предков, которые отважились покинуть родной континент. Те первопроходцы наверняка были очень смелыми людьми, однако данные свидетельствуют о том, что особой удачи им путешествия сначала не принесли. Некоторые исследования предполагают, что древние люди временами находились на грани вымирания. Их численность периодически могла сокращаться до 10 тысяч человек. Причины были разные. Например, извержение супервулкана Тоба на Суматре 70 тысяч лет назад, вероятно, привело к ядерной зиме. А затем последовал тысячелетний ледниковый период. В результате погибло множество видов живых существ. Тем не менее, наши предки выстояли даже в таких экстремальных условиях. Возможно, им удалось избежать гибели благодаря сотрудничеству друг с другом, а также способности действовать сообща. По мере миграции они неизбежно сталкивались с более ранними примитивными людьми, гоминидами. На первом этапе рядом с Homo sapiens жили разные по возможностям соседи – неандертальцы, денисовцы, Homo erectus, Homo naledi. Они занимались охотой и собирательством, обустраивали себе жилища в пещерах, шили одежду, изготавливали украшения и имели многое другое. Точно известно, что неандертальцы лечили больных, хоронили своих покойников. В 2010 году ученые изучили ДНК всего генома неандертальца и смогли понять, почему этот вид вымер. Последовательность X-хромосом многих показала, что их родители были близкими родственниками. То есть они не объединялись в большие сообщества, где был более широкий выбор партнеров. Обычно подобное очень вредит развитию вида и его адаптации к окружающей среде, делая его как минимум более восприимчивым к болезням и недугам. Если связи между близкими родственниками были обычным явлением у неандертальцев, это могло пагубно повлиять на вид в целом. Уменьшилось генетическое разнообразие, что обрекло на вымирание этих древних людей. Также анализ генома денисовцев и неандертальцев позволил предположить, что эти виды скрещивались друг с другом. Кроме того, ранние современные люди тоже участвовали в данном процессе, путешествуя по берегам водоемов и через горы. Это позволило Homo sapiens достигнуть большого генетического разнообразия, становясь более крепкими и устойчивыми к изменениям окружающей среды. В результате у людей появилось около 2% ДНК неандертальцев. В целом ученые обнаружили у современного человека 9 таких генов. Подарки, конечно, не из приятных. Неандертальцы наградили людей склонностью к диабету второго типа, волчанке и болезни Крона. Если бы это было возможно, то никто наверняка не отказался бы отдать обратно эти дары. Сегодня многие из нас несут небольшую часть и ДНК денисовцев. У выходцев из Тибета, например, отмечается адаптация к жизни на больших высотах, связанная с концентрацией гемоглобина в организме. Вполне вероятно, такая особенность передалась жителям Тибета от денисовцев, которые жили высоко в горах. Но почему они вымерли, а мы остались? Есть версия, что нам помогли победить в эволюционной гонке не быстрые ноги или острое зрение, а крутые мозги. Причем в прямом, а не переносном смысле. Ученые выяснили, что мозг у людей и неандертальцев одинакового размера. Однако у человека больше нейронов, которые отвечают за мышление и возможность оценки ситуации. Вероятно, это и погубило неандертальцев при соперничестве с людьми. Наши предки, кроманьонцы, в борьбе за пищу и другие ресурсы могли полностью истребить своих соседей. Впрочем, возможно, сценарий нашего появления на Земле и успешной эволюции был совсем иным. Как вам идея происхождения от водных обитателей или летающих существ? Что лучше и ближе к истине? Давайте разберемся. Биолог Алистер Харди, взяв за основу теорию эволюции Дарвина, предположил в качестве предка рода человеческого очень странное водное существо.
Он описал его как некую обезьяну-амфибию или гидропитека, который обитал и на суше, но больше вел водный образ жизни. Это, по мнению автора гипотезы, объясняет отличие человека от прочих приматов. Мы, например, не имеем на теле сплошного волосяного покрова, у нас выступающий нос. Алистер Харди считает, что гидропитеки жили по берегам мелководных лагун, рек, озер и других водоемов. Они занимались ловлей и сбором моллюсков, лягушек, грызунов, птичьих яиц, прибрежных ягод, фруктов, корений и насекомых. Именно вода могла создать условия для развития мозга благодаря обилию ценной белковой пищи, рыбы и моллюсков. Наши водные предки также научились задерживать дыхание и нырять. Кроме людей, это умеют делать только обезьяны-носачи, ныряющие на глубину до 20 метров. Сначала эта теория была достаточно популярна, но ключевых доказательств ее так и не было обнаружено. Постепенно интерес к данной идее в научных кругах практически сошел на нет. Исследователи решили поискать наши истоки в противоположной стороне, в воздухе, где древние люди летали как птицы. Существует теория, что все мы – потомки удивительных рукокрылых существ, когда-то обитавших на планете. Интересно, что изображения подобных созданий есть у шумеров. Люди-птицы типа летучих мышей сохранились на печатях этой древней исчезнувшей цивилизации. Среди анатомических доказательств нашего воздушного происхождения авторы гипотезы называют костные шпоры, вырастающие на пятках многих пожилых людей. У летучих мышей тоже есть подобные шпоры. Кроме того, у человека можно наблюдать небольшие остатки перепонок между пальцами рук, как у гипотетических летающих существ. Даже толчок к развитию уникального человеческого разума был дан в момент перехода к ночному образу жизни и отдыху в абсолютно темных пещерах. Впрочем, кроме этих предположений, никаких фактов в пользу теории нет. И в научном мире ее почти не рассматривают всерьез. Тем не менее, спускаться с небес в нашем путешествии еще рано. Стоит более тщательно поискать наших предков где-нибудь дальше на просторах Вселенной. Мы можем там столкнуться со своими далекими родственниками, ведь по одной из концепций люди произошли от инопланетян. Когда-то давным-давно они прилетели на Землю, но и зачем-то остались, то ли по причине аварии звездолета, то ли им очень понравилась наша планета. А может, их сослали на Землю за какую-то провинность. Есть версия, что космические пришельцы переселились в наш мир с гипотетической планеты Нибиру. Раз в 3600 лет она якобы сближается с Землей. Новый визит должен был состояться в 2012 году, но Нибиру так и не прибыла в Солнечную систему. Впрочем, откуда бы ни появились космические переселенцы, по этой концепции именно они стали первыми людьми. Какими внешне были эти инопланетяне? Огромными, как легендарные атланты, или серыми карликами, которые в наших комфортных условиях похорошели и подросли? Это никому не известно. Можно только утверждать, что они были человекообразными, ведь мы их потомки. Одним из доказательств своей правоты сторонники теории считают монументальные постройки древних людей. Это знаменитые пирамиды Гизы, Стоунхендж, геоглифы Наска, идолы с острова Пасхи и другие. Настолько гигантские и сложные сооружения наши предки земного происхождения якобы воздвигнуть не могли. А вот инопланетяне – да, но позднее по какой-то причине их потомки утратили эти технологии. Хотя с этим не все так однозначно. Ученые считают, что древние люди могли самостоятельно возвести все земные чудеса света. Для этого достаточно было лишь воспользоваться веревочно-рычажными технологиями и трудом тысяч работников. Тогда строители общими усилиями могли бы передвигать даже глыбы весом до 360 тонн. Возможно, со временем у этой гипотезы появятся прямые доказательства. Тогда мы будем знать, куда отправиться в путешествие для знакомства с нашей космической роднёй. Но это еще не все варианты, которые предлагают ученые. Мы можем даже быть аномалией, правда, очень солидной, которая имеет связь со всеми другими обитаемыми мирами во Вселенной. Последователи этой теории трактуют появление людей как стадию развития устойчивой пространственной аномалии.
Она представляет собой гуманоидную триаду материя-энергия-аура. Взаимодействие и слияние всех трех субстанций привело к возникновению людей на Земле. Теория предполагает, что на большинстве пригодных для жизни планет биосфера развивается по одному и тому же пути. Он запрограммирован на уровне ауры, информационной субстанции, причем не только в нашей, но и в параллельных вселенных. Теория безумно привлекательная, хотя и слишком экзотическая. Да и она мало чем подтверждена. Астрономы нашли уже немало планет, пригодных для поддержания жизни, но никаких признаков обитаемости там не обнаружили. Так что выдохнем, мы вряд ли аномалия Вселенной. Но есть еще более таинственный и странный вариант. Мы, как некие призраки, никогда и нигде не возникали вообще. Как же объясняют наше существование авторы столь необычной идеи? Массовым гипнозом привидений или чем-то еще более экзотическим? На самом деле все проще. Согласно гипотезе стационарного состояния, Вселенная существовала вечно. То же самое относится к Земле и всему живому на ней, включая человека. Если что-то в реальности и меняется, то очень незначительно и незаметно. Причем наш мир может либо оставаться стационарным, либо исчезнуть без следа. Третьего не дано. Однако такая гипотеза вряд ли соответствует истине. Бесконечно долгое существование Вселенной полностью не согласуется с данными современной астрофизики. Ученые выяснили, что все в космосе имеет свой возраст. Так, Вселенной 13,8 миллиардов лет, а Земле, Солнцу и Солнечной системе примерно 4,6 миллиарда. Значит, и люди существовали не всегда. Но в последнее время ученые вновь решили перевести нас в статус таких себе привидений. Они все чаще говорят, что наш мир не настоящий, а некая странная матрица. В ней люди – бестелесные сущности, отрабатывают определенные навыки. Гипотеза основана на факте, что известная нам Вселенная пиксельная во времени, пространстве, объеме и энергии. То есть существует фундаментальная единица, которую невозможно разделить на что-либо меньшее. Это значит, что Вселенная состоит из конечного числа этих единиц. Следовательно, все в ней можно посчитать и воспроизвести. И при соответствующем развитии науки человечество само сможет создавать собственные симуляции с сознательными и разумными существами. Теория с самого начала шокировала общественность. Со временем интерес к ней не потух, а наоборот набирает обороты. Гипотезу активно продвигают ученые, известные деятели искусства, популярные личности. Так, на одной из конференций Илон Маск заявил, что человечество находится на пути создания компьютерных игр, неотличимых от настоящего мира. По этой причине вероятность того, что мы находимся в базовой реальности, составляет 1 к миллиарду. Суть идеи в том, что мир вокруг нас, который мы видим, слышим и чувствуем, существует внутри компьютера, созданного некой развитой цивилизацией. Наше будущее может быть очень хорошим или очень плохим в зависимости от мотивов создателей симуляции. Захотят ли они разрушить свою реальность или сделают матрицу в нашем понимании практически бесконечной? Маск считает, что в любом случае у нас есть только 2 варианта исхода. Обе концепции очень коротки. Выбираем, какая лучше. Первое. Мы создадим неотличимые от реальности симуляторы, вступив в большую игру. Вторая. Все остается как есть, и наша цивилизация прекращает свое существование. Первый вариант, несомненно, привлекательнее. Илон Маск тоже выбрал именно его. Пока это, конечно, лишь догадки, однако в последнее время наука все чаще говорит здесь свое слово. Ученые из Монреальского университета в Канаде решили проверить, действительно ли наш мир матрица. Они исследовали вероятность реального моделирования наших мыслительных, а также биологических, химических, социальных и физических процессов с помощью квантовых компьютеров и квантовых операций. Исследователи пришли к выводу, что моделирование нашей реальности не только возможно, оно на самом деле уже произошло. Среди наиболее простых доказательств ученые приводят состояние, которое называется дежавю. Каждый из нас хоть однажды в нем находился. Даже сейчас, когда вы смотрите это видео, кто-то может ощутить, что это уже было. В том же месте и в то же время. Вы слушали ту же историю, сопровождали ее теми же репликами. Такие ощущения порой вызывают тревогу, но не беспокойтесь. По мнению ученых из Канады,
Это лишь сбой в матрице, когда меняют программу. Впрочем, далеко не все в научном мире согласны с подобной теорией. Исследование физиков-теоретиков из Оксфордского университета показало, что наша жизнь и реальность не являются продуктами компьютерного моделирования. Ученые сделали такой вывод, заметив связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. Их масштабное и длительное моделирование показало, что даже в теории невозможно создать симуляции нашего мира. Все эти гипотезы со временем подкрепляются новыми аргументами или, наоборот, отвергаются, пока невозможно остановиться на какой-то одной. Мы еще недостаточно изучили такие фундаментальные вопросы науки. Это неудивительно, ведь наша цивилизация по космическим меркам только начала свое существование. 300 тысяч лет истории человечества можно условно разбить на 3 периода. На первом, самом длительном этапе мы были охотниками и собирателями. Процесс занял 97% времени нашего существования на Земле. Затем на втором этапе сельскохозяйственная революция привела к очень быстрому демографическому и технологическому прогрессу. Возникали государства и империи, строились города, развивались ремесла. На этот этап приходится 29,9% нашей истории. И только 300 лет назад мы создали по-настоящему развитое общество, что равно 0,1% времени существования человечества. Практически все это время мы ищем свои истоки, ведь каждому из нас очень хочется больше узнать о доисторических предках. Возможно, в своем прошлом мы найдем подсказку, как лучше действовать в будущем. Ну, хотя бы для того, чтобы не повторить участь динозавров 60 миллионов лет назад.